Вот и картинка пошла. Отлично. Ребят, видите картинку? Напишите в чат. Так, имена у нас по... Выбираем имена. Ну, спидранер по привычке выбирает самое короткое имя для нашего друга и самое короткое имя для своего персонажа. И игра стартует. Так вот, действие Pokémon Platinum происходит на локации Сина, которая схожа с островами Хоккайдо. Локация разделена на две части огромной горой. В каждой из частей, получается, есть озера, всего 3 озера на карте. И сюжет крутится вокруг того, что герои узнают по телевизору, что все ищут красного Гирадоса в озерах, и наши герои хотят увидеть этого Гирадоса и решили проверить озеро рядом с собой. Получается, местное лохнесское чудовище. Да. Такого же красного Гирадоса мы могли видеть в Pokémon Silver. И вот... Oh man. I think I named myself like I or something, but either way. Ну и как обычно у нас есть Rival, наш противник, Рой. Соперник, да. Соперник наш. Ну как и во всех покемонах. Зайдем в его дом, там соберем всякое снаряжение. And basically means I get a slightly different Piplup than the one I was aiming for because I can't aim for the same one due to game limitations. And I'm going to do a save right here. And this is probably a good time to talk about saving. Saving in Gen 4 Pokemon games. И ранее говорит, вот, очень медленно в Pokemon играх сейвится. This is going to take like 21 seconds if I remember correctly. And every save after this is actually going to be a lot. И первый сейв, он самый долгий. Он прям, ну, дальше сейвы уже будут побыстрее, но вот самый первый он прям... Ох, я постарел пока этот сейв. Я чувствую, как волосы сидеют, пока он сейвится. Теперь происходит манипуляция со временем для того, чтобы были правильные энкаунтеры, которые нам нужны. Самое важное, чтобы получить покевирус, который позволяет, если покемон заразится покевирусом, прирост его статов будет увеличен. Это один из основных здесь манипов. Да. Жаль, что коронавирус так не работает. Вообще, в целом, получить в казуальной игре покевирус — это шанс 1 к 21 тысячи. То есть это даже более редкий энкаунтер, чем шайни покемоны. Но мы знаем, когда он выпадет, в какое время его ждать. Во всех покемон-ранах очень жесткая математика. Ребята там четко просчитывают, сколько всякие покемоны наносят урона, какая у них прогрессия прокачки. И с какой вероятностью происходят различные энкаунтеры. Поэтому эти раны считаются очень крутыми. И, в общем-то, по праву. Ну да, правильно сманипулировать рандомом, плюс правильный раутинг
самого перемещения персонажа очень важно в этих играх. Ну, знаете, ребята, это как будто, когда ты составляешь гороскоп, но при этом он работает. Вот наши герои встречают профессора Рована, который занимается эволюцией покемонов, так же, как и профессор Элм из Сильвера. With the normal RNG manipulation with Pokemon Platinum, you have to go up and down between the loading zones of the route 15 times. It's ridiculous. В любой покемон игре есть свой профессор. Без этого никак. Который вводит нас в курс дела, дает какие-нибудь странные задания. Again, I do have a backup worst case scenario. I have to do some funky movement here, so I'm going to focus again for a second. But right now, we're going to get our first Pokemon. Ну и, конечно, выдают нам нашего первого покемона. С которого начинается невероятное приключение будущего мастера покемонов. Hopefully we got it. I can tell once we get into battle. Yeah, I'm going to pick Piplup, and why we pick Piplup, we'll go over in great detail in a little bit. But we're going to come up on our first rival fight here. Our rival fight, sorry. And... Oh, no. И, ну, в общем, раннер берет Пипла, это классический раут. У Пипла уже хорошие статы, потому что было сманипулировано временем начала игры. А сейчас нас ждет первый файт с соперником. Соперник по классической схеме взял покемона, который сильнее по типу. То есть он взял травяного покемона, если мы взяли водяного. Пиплап — это такой пингвинчик водяного типа изначально, потом получит еще дополнительный тип льда. Ну, этот бой не особо сложный. Так что мы пинаем несчастного Туртвига. Ну, классический бой, где Райвел просто выращивает свою броню до максимума перед тем, как начать бить нас, поэтому это не так уж и сложно. It's awful. It's so awful. Yeah, I got baited by the attack on this Piplup. The attack looked right, and I thought I had it, but this is actually not the correct Piplup. I will have to switch to the backup card. Oh, unfortunately. I got the seed, which is really why I'm really confused I didn't get the Piplup. It might have been a mashing issue. Что-то мы потеряли время. Slightly too fast or slightly too slow there. This is, again, a different manip than I normally do, so a little bit more finicky. But I don't want to make everyone rewatch that part again, so we'll just keep going. Раннер допустил ошибку. Раннер допустил ошибку и неправильно сманипулировал. У нас плохой пип. Да, плохой файт вообще был. Пока катсцена с профессором, вернее, с Роем, нашим райвелом, нашим соперником. Он говорит: эй, не хочешь? Эй, ребята, как насчет поймать легендарного покемона? Красного Гирадоса. Только что наши герои увидели какого-то странного типа, который тоже решил посмотреть, не его ли здесь то, что все ищут. Thank you so much, Swiftaloo. Keep up the good commentary. Oh, and good luck to Etchy too. Heart emoji. Thanks, May. Thank you, May. Thanks, May. Not even Shen Impulse. Oh. Well, we're just here. It's fine. It's okay. There seems to be a lot of love for you two in the chat. Okay. I'm gonna get a lot of extra encounters here. Hopefully no more than two. We'll see what happens. I'll take. Вообще нормально здесь не должно было быть энкаунтера.
I'm not going to be able to do anything Да. with that just yet. Что-то идет не по плану. Вообще нам надо за Старли идти. So under Okay. normal bad. circumstances, though, he wouldn't get any encounters whatsoever because of how the seeding system works. Basically, you change the date, you enter the game at the same time, the exact same frame every time, and you could replicate the exact same results. And that pretty much means no encounters. There's actually a really weird encounter mechanic in Gen 3 and 4 where you have a 1% chance, I believe, of getting an encounter for the first 5 steps in the grass. So it's actually Профессор замечает, что... get encounters at least. Профессор замечает, что мы очень хорошо сдружились с покемоном, с которым мы выбрали. Поэтому он позволяет нам его забрать и дать ему, может быть, какую-то кличку. Yeah, so there's a lot of RNG minute movement that involves like entering. Еще рассказывали, мол, механика энкаунтеров очень хитрая. Есть очень маленькая вероятность прям при входе в траву получить энкаунтер. Она типа отдельно считается от общих энкаунтеров как-то. Which are things I'm going to catch later. And if you're interested in naming those, feel free to donate. I will be doing all those nicknames at once about 50 minutes into the run. Well, we're going to close donations like 50 minutes in, and then I'll name them all at once we get to Eterna City. So you have until then to do donations for those. Definitely recommend if you want to have some fun nickname action going on. I have a feeling Chimchar might make an appearance. We want monkey. Так, ТМ-27 нам дают. Monkey. Yeah, so actually this is a good time probably to talk about why I'm using Piplup. Темы позволяют нам ставить способности покемонам. Ну, это так, обучающая темка. Сейчас мы смотрим на катсцену, где нам рассказывают про основные штуки в игре. Там Покецентр, магазин, который будет... В Покецентр мы ни разу не зайдем за ран, а в магазин будем периодически посещать. Непропускаемые туториалы в каждом спидрайне их добавлять. Раннер покупает покеболы, потому что прямо сейчас ему нужно будет поймать 3 покемонов до того, как он дойдет до следующей катсцены. Это... Один из покемонов позволит ломать камни и резать деревья. Один покемон для того, чтобы летать, и один покемон просто пригодится. Вот Крититот, он очень полезный покемон во время рана, поэтому его нужно было поймать, но раннер забыл взять ботинки. Поэтому он идет за кроссовками, чтобы быстрее перемещаться. I think we need penguin emojis in chat as well. Yeah, penguin emojis. Dude, no, everybody loves firefighting. Well, so you're gonna love Gen 5 then. Ой, нет, я ошибся, он ходил за журналом, точно. I feel like Swift's just secretly here to push Gen 5. Yeah, I'm here to continue pushing Gen 5 and make everyone go crazy. Так. That game has a penguin too, right? No. No. Wait, Inside it kind of looks like a penguin. Oshawott an otter. If you squint really hard. What? It's an otter, dude. What? Yeah, that's like the whole gimmick of the name. I thought it was a monkey. Наша любимая часть Сиваня. We're doing the second save and quit here. Like I said, I can't do it normally. Короче, да, ран развалился, походу. Он делает бэкап сейв, загружает. Потому что мы манипуляции все развалились. Из-за того, что он неправильно сделал изначально. Надо заново сделать манипуляцию со временем, чтобы получить вирус. Okay. That sounded so dark. I'm sorry. And she's like, you'll never have another. Never going to be your birthday again. No. Oh. Okay, I need to have
Сейчас мы наблюдаем так называемый марафон лаг. Нашему спидранеру не везет. Probably late. Let's find out. I can tell again by the NPC movements here. No, that was okay. That was just it. Okay, so sure. He's walking out the house. He's running on the grass. He's actually doing RNG manipulation, and he's going to get a Kricketot. This Cricketot's actually here for a very special reason. It's because it holds an item, and we don't care about the Pokemon. We just want the item. The item, I think, is a 5% chance for it to hold it. And it's also a lower вот и ловится Крититот. Тут тоже могла быть, тут тоже полный рандом. Он мог сразу не пойматься, поэтому его нужно было немножко обестилить, но пока везет. Kind of like a Fury Cutter. Basically, whenever you hold it, and it keeps on boosting your moves if you use the same exact every single time. Следующий покемон, которого мы должны поймать, должен быть... да, вот нескипаемое обучение еще раз. Нас будут учить ловить покемонов, хотя мы уже умеем. А с какого момента он загрузил сейф? Когда у него уже есть то, что нужно? Да. Он даже немножко... Но он не сильно потеряет... Меня больше стимейт беспокоит, так сказать. Да не, он должен успеть. Его personal best это 3:30, поэтому у него в запасе полчаса. Эчи вообще очень матерый раннер, скажем так. Я думаю, у него все получится. Начал ранить покемонов не так давно, не прошло еще и 2 лет, но он показывает очень большие результаты, очень серьезные результаты. Жесткий раннер. It's actually faster for you to pick the girl because whenever the girl does the tutorial, she actually has more text boxes pop up, and so the RNG manipulation won't work when you pick the boy. You'd probably just have to find your own RNG manip or whatever, but yeah. Yeah, that's not worth it. Yeah, reroute the whole game just to exactly. the boy. At least for Gen 4, you have shared RNG manipulations. True. Oh, yeah. Мы даем отбираем у Критикота метроном и отдаем его нашему главному покемону. The funny thing about the DS games. Раннер забыл нормально настроить звук. Вот и Старли. Вот и Старли. Он ее, что ли, на бэкап-карте забыл поймать? Да. Забавно. I got it. Pokerus. Не поймал. Он даже ослабил Старли. Ну что ж ты. Давай еще покебол. Ну ничего, покебол у нас есть. Покебол еще есть. Так, раз, два, три. Он Старли еще раз не поймал. Which is HP, attack, defense, special defense, and speed. Each stat can have up to like a max of 252, and you can have a total of like 510. The most important part to know is that every 4 EVs equals 1 stat point. So by having more EVs, you're starting to hit more. Okay. Wait 1 second. Okay, good. Alright, we're good now. Тут спрашивают, он же водно убрал, откуда обезьянка. Это же он загрузил сейф, он заруинил ран, поэтому заруинил все манипуляции. Ну, надо сказать, манипуляции действительно очень жесткие. И когда ты делаешь... Обезьянка была же от лица тренера, который нас водит по приключениям. Это было неискипаемое обучение. Но он как бы ничего не руинит, потому что он сейф сделал. Как бы в обычном спидране тут бы просто перезапустились, но на марафоне главное это не страдать, а показать себя, показать ран, поэтому такие вещи разрешаются. Хотя это там
это не опробовали бы как спидран на доску, но такие вещи, да, это абсолютно нормально. So as long as you like do the exact same movement up to the trainer, you usually get it. I also believe that's the last Pokemon we're catching in the run was the Bidoof, if I'm not mistaken. Yep. So we got all our HM friends on us. Bidoof. Pretty much all the HMs we Everything. need. Starly, yeah, Starly for Fly, and then Cricketop for the held item. Yep. There are so many HMs in this game, by the way. Yeah. It's ridiculous. It's 6 or 7 required ones. Oh wow. 7. Oh, 6 plus Fly. Yeah, it's actually crazy because like most people don't like HMs, and you know the ones that you usually are used to is. Вот мы видим, что покемоны заражены вирусом. Там был измененный статус. И, как обычно, наше любимое сохранение. I did get Pokerus there. This Minip's actually fine, but that cartridge right there is broken, and I don't trust it for the entire run. So I'm going to switch to a cartridge that's in the exact same spot and just continue from that one. Раннер меняет картриджи, и вот этот картридж, который он использовал для бэкапа, он, короче, был довольно старый, дохлый. Он ему не очень доверял, поэтому он сейчас сменил опять картриджи. Further here, and I do have it mapped out and everything, but not gonna be able to do that as a result. Yeah, there's some. We're cool just gonna get stuff some you extra can do. encounters. Not a big deal. Yeah, if you do the movement perfectly for Gen 4 games, you'll get the same RNG like the whole time you're moving around. So you can extend the manip. I know like the record runs do it all the way until you get the bike, where it becomes too difficult. But Etchy would have tried to extend it all the way to the mine, where he would get an Onyx encounter and KO that for XP. But probably have to do a backup for the experience now. Yeah, there's a lot of options, fortunately, and there's a lot of backups you can do. Yeah. World Record keeps Manip through... Ран гличилась, но манипуляции в нем с удачей такие, что там используется такая ситуация, которую в игре вообще казуально нереально получить. Ну вот я говорил, что шанс 1 к 20 тысячам получить эту ситуацию. Да. Вообще, расскажи про эту игру лишний раз. Как это... Ну, игра, выпущенная компанией Game Freak, 2008-2009 год, Япония, весь остальной мир. Pokemon Platinum — это продолжение, как бы не то чтобы продолжение, это дополнение Diamond и Pearl, покемоны 4-го поколения. Покемоны в тот момент были в упадке, как игровая франшиза, и Pokemon Diamond и Pearl вывела на новую веху покемонов. Было добавлено очень много интересных механик, которые раскрывались полностью возможностями DS. Это обмен покемонами предыдущего поколения, это битвы онлайн, это обмен, трейд покемонами, обмен покемонами онлайн. Поэтому битвы онлайн, то в Platinum добавили еще большую зону, где могут находиться 20 игроков одновременно. Такую онлайн-зону, где покемоны могли в разные мини-игры играть и сражаться друг с другом. В общем, довольно прорывные покемоны получились. Также здесь использовано много 3D, но от 2D еще не отказались, чтобы люди получали тот же experience, игроки получали тот же experience, который получали от старых покемонов. Ну, тут много таких еще моментов иллюзии 2D, 3D. Да. Просто со сменой перспективы. Действие происходит как я уже говорил, в локации Сина. Прототипом этой локации является Хоккайдо, острова. Оно отделено от общего мира покемонов, от Канта и Джонта. Локация разделена горой под названием Коронет. И такое очень заснеженное место, и даже будут снежные рауты, снежные дорожки с снежным дебафом.
Кстати, это очень круто, что вот с этой части начались такие прям онлайн-интеграции различные, потому что это то, чем покемоны проложили себе дорогу к успеху. Даже в Red-версиях они начинали с того... Они же, по сути, были чуть ли не первыми такими социальными играми, потому что в них были вот эти вот способы контактировать с другими игроками через кабель, подсоединять геймбой к другому, можно было там обмениваться. И нельзя было всех покемонов собрать, что без вот этих вот взаимодействий с другими игроками. Да, очень много эволюций, например, покемонов, да, происходит во время трейда, это правда. Плюс очень интересно, тогда покемоны сделали со своими ивентами оффлайновыми, где можно было получить разные плюшки, которые нельзя получить вообще в игре, кроме как побывать на оффлайн-ивенте со своим кабелем и получить эти плюшки. Например, вот в Pokemon Fire Red открывалось еще геймплей на 20 часов, ну, казуального геймплея с новыми островами и с Мьюту в качестве покемона, которого можно было поймать. Да, только приходилось ездить в офис Nintendo. Ну, не в офис Nintendo, эти оффлайн мероприятия происходили по всему миру, кроме России, естественно, потому что Nintendo в России не было. Следующий файт с нашим соперником, так сказать, другом, с которым мы соревнуемся, кто из нас станет мастер. Но файт тоже не то чтобы сложный. Ну, это не то чтобы друг, но, в общем-то, человек, с которым вы находите вот общее удовольствие состязаться. Именно вот так. Всегда было такое место, которое занимал персонаж в Pokemon франшизе, и он вот именно был настоящим соперником, достойным, который никогда не отступал, всегда шел до самого конца и всегда приходил с новыми трюками к вам. Ну вот, например, в отличие от Silver-версии, это все-таки наш сосед, да, то есть с которым мы, возможно, росли, то есть наш, возможно, герой рос до этого. А вот в Silver-версии это все-таки был злодей, который работал на команду R. А здесь друг. То есть это скорее дружеское соперничество сейчас происходит. Да, но проигрывать он не собирается, поддаваться не будет. В этих покемонах, как и везде, у водного типа покемонов стартовых, если количество хп покемона ниже половины, включается пассивная способность торрент, которая увеличивает крит-шанс на атаку водяных типов. Раннер с... Ого! Прошли вообще без энкаунтеров. Да, без энкаунтеров и профессионально скипнув битвы, которые нам не нужны. И вот мы видим ту самую гору Коронет, через которую просто проходим мимо. We're getting Rock Smash here, which is a crucial HM to get through the game. It's also a fighting type move. Дедушка нам рассказывает про значки, которые стоило бы получить, чтобы начать прохождение, так сказать, лиги Сино, чтобы стать чемпионом Сино, ну, локации. Совершенно невзначай нас втягивают в эту чемпионатскую рутину. Не нужны энкаунтеры в пещере. В хорошем ране энкаунтеров здесь не должно быть, но это все случайность, поэтому. Попадаем в шахтерский городок, там, где мы будем получать первый значок.
Тренировочный центр закрыт, но раннер знает, где искать лидера этого центра. Он идет прямо в пещеру. В этой пещере добывают полезные минералы для этого региона. Thank you so much, Benny. It's amazing. I have $10 from Jordan97. Good luck, Etchy. You're a real starly for getting this good at the game. Забираем спасательную веревку, чтобы быстро выбраться из этой пещеры. I like the puns. Keep it going. I know, that's I'm loving this. Love all the puns. I have $25 from Jmar834. So excited for a cozy Pokemon run and can't wait to meet that Halo 3 incentive. И вот мы находим лидера Джима, And we are at так сказать, босса качалки. 21 out of 160,000. Он нам показывает, что умеет разрушать камни руками. И говорит, что нам его не победить. Каменщик. Каменщик, да. Шахтер. These puns are better than the Royable pun made. That was a really good one. I'm gonna keep bringing it up. Yeah, chat's Оренбург Сити. I'll do it next time. Руда... Ну, город, короче. Рудебург. Рудебург. Ну да. I can do Cricketune. I'll do Cricketune. Ну, в покемонах очень много таких названий, которые означают прям то, что происходит. Например, вот покемон Эконс, который, если почитать наоборот, будет Снейк, да, и это и есть змейка. Опять же, Баттерфри, который созвучно с Баттерфляй, бабочкой. Леди Ба, то есть, как бы, божья коровка, да. Опять же, Джеодуд, каменный чувак, да? Земляной чувак. 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 Yeah, I was actually about to mention. Now's a good time, yeah. Yeah, so whenever you do an attack in Pokemon, well, most gens of Pokemon, there's 16 different damage values. А как игра называется, которая в Стиме в духе покемонов была? Там, да. Попробуйте там, если хотите на ПК что-то такое. Вот. Не помню. Разве не Тим-Тем? Ну... Так вот, Тим-Тем уже написал. В общем, фанаты молодцы. Тим-Тем. Ходят слухи, что Tencent сейчас делает мобу по покемонам. Tencent может. Страшно поверить. Что они еще могут сделать. Недавно прямо искали на позицию геймдизайнера такого покемастера к себе. Там очень много часов должно было быть наиграно в последние покемоны и в чемпионаты, чтобы он участвовал. Прям нормально подошли к процессу. Ну что, ты записался? Нет, конечно. Я в последнее челленджование играл. В последнее поколение покемонов. Последнее не про челлендж, в общем-то, да. Проходим этот данж потихонечку. На самом деле бой с этим джим-лидером, с этим боссом качалки, как будто бы легкий, потому что у нас покемон водного типа, а у него каменные, то есть мы должны будто бы его просто выигрывать, да? Суперэффективно выигрывать. Но у него есть один покемон, который может доставить нам большие неудобства. Кстати, в Diamond и Pearl, в предыдущих версиях игры, вот этот покемон, он умеет очень больно бить по голове. Ну, хедбат. И после хедбата... Он это сделал. Да, и он это сделал. Каританул, коренидос. Во-первых, атака очень сильная, очень часто критует. Во-вторых, она вызывает статус финиш, после которого покемон соперника не бьет, ну, который получил этот статус.
Yeah, there's a I lot of like really little. don't О чем я и know. говорил. too. What they were thinking when they put a Craniatos as the first gym. It's I mean, it's a Gen 4 rock type. It's like kind of a Yeah. signature. Не but повезло. I it's so mean, I strong. get that. Недолго It's музыка just It играла. like doesn't have so any rock strong. moves, though, which is good because it would kill us. But Такой one вот thing to point out here is for Gym тематический Power, they каменный actually джим, fight like 5 шахта, optionals before this fight just to шахтеры. evolve to Monferno to get Mach Punch. So the fight's a lot safer, but it's overall slower because they have to do all those optional Так fights. вот, Даже в мире покемонов альтернативы шахтерскому бою Yep. ну Firefighting да, is very надо good. энергию добывать, хоть энергию можно и добывать из Пикачу, но Но камушки... это не очень No, гуманно. don't say that so loudly. Rock is okay. Ну, иногда Пикачу идут на это специально, Пикачу и эти The Sonics, 'cause the potion другие is электрические on the покемоны, which is kind of a но, big deal for the Cranidos, 'cause obviously возможно, их удерживают, возможно, on нет, its мы own не знаем. potion, but the Cranidos getting 20 Так вот, в Diamond и Pearl джим-лидеры имели одного покемона не того типа, который представляет джим, но это изменили в Platinum, потому что данное решение было очень, Got Pursuit. очень неоднозначно принято That's комьюнити. good, actually. That's fine. So, Headbutt Спрашивают, is какой really тут good самый styles. сильный покемон. He's gonna go for it. Ну, Конечно, вот, Краш. No flinch. да, It's но 100% вообще тут like этот flinching, I think, by the way. легендарный Гирадос, этот есть Yeah, the, красный. Нет, это красный Гирадос, это не выищут. На самом деле это будет не красный Гирадос. Это будет... Сейчас я вспомню, как покемона зовут-то. But yeah, I'm very glad that fight. I won that in like 2 tries. The whole Если reason why вспомню. this estimate is 30 minutes higher than my PB is because there's a couple fights like this in the run where I could just get walled here for like 5 attempts, and then very bad things will happen. Yeah, So just glad we're through that. there's just not much you And- can do if you get flinched by a headbutt Exactly. 10 times. Сколько я бы не пытался, я не могу вспомнить, поэтому мы потом его увидим в конце. Don't have that many potions in the first place. Gonna get some antidotes because we have to deal with some poison Pokemon in a little bit. And then a bunch of repels. So now the fact that I don't have RNG Manip doesn't matter anymore because I'm just gonna repel through all the random encounter areas. And while I go over here to talk to my rival, Гератина. we do a bunch more. Да, Гератина, действительно, да. Very cool. I have $143 from Anonymous. Гератина, он такой призрачный покемон, это вот сюжет этой части. Не покемон-призрак, а такой типа покемон легендарный, которого можно пробудить, собрав других легендарных покемонов и получив с помощью их специальный предмет. И этим занимается злая организация, присутствующая в этой локации под названием Команда Галактика. И детектив, которого мы уже встречали в городе, и сейчас опять его встретим, он пытается выяснить, что же там Команда Галактика задумала. И мы по сюжету помогаем ему разобраться в, так сказать, подковерных интригах. Вот этот детектив. Люкер. Люкер, по-моему, так его зовут. Bad guy team Да, for the rest Люкер. of the run, named Team Galactic. What is Team Galactic's ultimate goal? Anyone have an idea? Team Galactic's ultimate goal. И вот Команда Галактика, так сказать, New Team world. Flare, a new world. что-то хочет от нашего It's pretty interesting. нашего знакомого профессора, Team Galactic, но он не хочет им помогать, the boss of Team Galactic, поэтому like, будет different goals, жесткая because битва. to his subordinates about what their goal is. Yeah, it's not We'll surprising. go over that later, but they're basically Ну, harassing our научим. professor friend here, and we're gonna teach them a lesson in civility, as he puts it. Дадим им пару It's a уроков. nice little- Дадим ему пару уроков. Кстати, именно в эту версию, в отличие от Diamond и Pearl, добавили тех самых старых легендарных покемонов Артикуна, Заптас, Молтрес и Реджирок, Редистил и Реджикайса. You think should that's not blow great, especially on everybody's Chimchar. minds Oh and press no. start. Oh yeah, if you press start in a double battle in Gen 4, this happens. И в этой версии для покемонов, легендарных покемонов этой версии добавили Looking on the right side. специальные формы, в которые они могут превращаться во время битвы. То есть это не форма эволюции, да, не форма эволюции, а форма, в которой они вот тут превращаются в процессе битвы. Pokemon's HPs, which is really nice because normally you can't unless you do that. And it is That's actually very actually- important for a few parts. Yeah, that's actually existed since Emerald.
which is the first game to introduce. Сейчас нам говорят, что именно в эту версию добавили край битв, которая была только до этого в Pokémon Эмеральд. Это вот место, где люди в онлайне могут сражаться друг с другом. Вот, которые прям присутствуют там, играют вот во всякие мини-игры и сражаются друг с другом. And spinners in this game are nuts. This game has twice as many spinners as Hard Gold Soul Silver, first of all. Покемон игры одни из первых, которые ввели такие социальные интерактивы. Это круто. Ну, подобные социальные интерактивы уже были к выходу Платинума, но они это сделали как положено. Добрый дядюшка нам дает кейс для фэшн-шоу. В этой игре добавили такую же функцию, как была в предыдущем поколении, выступление на фэшн-шоу покемонов, где покемоны показывают себя во всей красе, не битвами, так сказать, не битвами, а гуманно. Как он хорошо двигается, как он хорошо выглядит и так далее. И Райнер забывает применить Rock Smash, Hidden Machine. Hidden Machine, в отличие от Technical Machines, позволяют нам еще проходить по миру, то есть перемещаться, там, ломать камушки, двигать камушки, плавать, подниматься по водопаду, лазить по горам. Но в отличие от Technical Machines, их нельзя заменить на новые атаки. И именно поэтому нам нужен был Бедов, чтобы был покемон, который умеет только взаимодействовать с такими штуками. Такой элемент даже, как у Метроидвании. Да. Собирать предметы, которые дают нам. Да, именно как в Metroidvania, да, нельзя попасть в... зона локации вроде как открыта, но туда нельзя попасть, пока мы не получили этот... не получили апгрейд, который позволяет нам туда попасть. Неудачный энкаунтер, но мы сбежали. Там где-то 50% шанс сбежать был. Девочка просит у нас помощи на электростанции. Там что-то происходит. Здесь мы получаем Technical Machine 88. И сразу же учим его, она нам поможет побеждать других покемонов. Очень сильная атака. Pass within those 16 frames before they might pass again or spin again. What? Shout outs to Minnow for Minnow ultimate found that in the first place. That's very good. But here we top Pluck. Pluck это отвага. Right now, which sounds weird for a penguin. Я помню, в Жоже был меч удачи, а на нем кровью написали букву П. Он стал меч отваги. Even though we have less attack than special attack, Pluck is 60 base. Везде Джоджо Феникс. Flying type move, which will be very useful later. And it's going to be. Ну, шутки шутками, а вот во втором Resident Evil был шкафчик, который принадлежал Жожо. Да, был. И это исторически, кажется, один из первых задокументированных Жожо референсов. Rotators as well, or do we not encounter those in the row? Кулак, говорят, это колевок. Ну да. Может быть. Шипач. Ну, кстати, он тоже, он как смелость можно перевести или отвагу, или как ощипывать, шипать, сорвать. Мы будем шипаться. Я думаю, это больше подходит. Да. Ну, это еще можно перевести как потроха, поэтому вряд ли пингвин бросается потрохами. Он скорее клюет. В общем, разрушительная атака в любом случае. Криты пошли. Мы конфужены, но... В общем-то... Бой.
Sometimes Jupiter, but not likely. Убеждаю. Fantina is a big one where it helps out as well. Gives us a little bit of a boost during Gardenia, stuff like that. I just hit level 16, so I'm gonna evolve right После этой битвы пингвинчик эволюционирует. Still confused. Supersonic Luckily, extremely though, unlucky. even with like the heal and stuff, he still gets the metronome boost. Yeah. Metronome only breaks if you choose a different move or swap out. That's the only situation. It looks like confusion might actually break it too, from what I'm seeing. Oh, really? I think so, because like you did. И наш милый малыш превращается в довольно грозного покемона. That's rough. But yeah, that fight's a little bit cleaner. Normally I'm primpled for that fight because I fight a stronger encounter in the mine, but you can get through that fight, okay? Комментатор кричит, что это Бэтмен, но его сильно перекрикивают, что это пингвин! Сам ты Бэтмен. Ну что же вы, Бэтмены? I think it's a monkey. Yeah, the penguin's a villain in Batman. You can't do that. You can just call him Batman. That's not allowed. The best of both worlds. Вот мы спасли отца работника электростанции той девочки, которая нас попросила. Нам дали мед и воркский рабочий ключ. Ну, в общем-то, ключ от электростанции. I am gonna save before that fight though, just be mega safe. This penguin is slightly better than the World Record. Кстати, о метроидване элементах мы тут не будем будить Снорлкса. Нет, в этой версии мы Снорлкса будить не будем. Обожаю будить Снорлкса. And also while I just deal with RNG of this fight, we can do more donations. Ну вот, например, здесь электростанция очень экологичная. Это ветряки. Да. Но ветряки на самом деле очень слабо вырабатывают энергию, поэтому нам нужны были эти... Мы видели шахты раньше в игре. Да. Уголь. Сейчас многие страны пытаются переходить на экологичные способы электроснабжения, но по итогу получается так, что они в основном очень много добывают угля все равно. Потому что они отказываются там от ядерной энергетики, но электричества не хватает. Known as Mars. I'm gonna say before her as well, but I have to do another spinner pass first. Член команды Галактика удивляется, откуда у нас рабочий ключ вообще, и что мы здесь забыли. Надо было сказать, что мы к маме на работу. Они бы поняли. Ну да. Yeah, I have the extra sewer potion too, so it's not that bad. Yeah, this fight's terrifying. It's I can just heal out of crit range. that this is this early in the run. Yeah, so Бой с одним из офицеров команды Галактика. Такой довольно опасный. Зубот тоже умеет делать фличт. Но у нас получается критическая атака, но из-за этой критической атаки покемон получает отравление. Используем антидот. Спасибо, антидот. It's evolved. It's a level 17 Progly, which is not legal or allowed in any way. This would not be allowed in competitive. Because I think it evolves at like 30 or something normally. Yeah, we're all familiar with cheating in Pokemon AI. Милый покемон. Уругли. Fake out, so I'm gonna heal turn 1 here. And I'm just gonna spam pluck until I win and hope for the best. Level 38, by the way. 38? That's crazy. What a cheater. С помощью клевка была украдена семечка. Здоровья маловато, отхилимся, слопаем супер поушен. А то кошак нас очень дерет. Критует. А мы тоже. 2 крита. 666 XP. Зверски. Зверски. Yeah. Freaking croissant. The good news is we're now 1 level away from getting
a good water move called Bubble Beam, which is 65 base power. That's over triple what Bubble does. So that's going to be our main attacking move once we get it. But we have freed this poor man. Да, кстати, ребят, не забывайте воду пить. Уже 50 минут рано прошло. She's one of the Team Galactic commanders and has an amazing theme like all the other commanders do. By the way, the music in this game is my favorite of any Pokemon game. I love it so much. Soundtrack's really good. I mean, most Pokemon games. Комментаторы восхищаются саундтреком игры. Gen 4 especially stands out. О, действительно хорош. Да, на своих ранах Эчи любит подпевать саундтреком. I usually go on like really long Pokemon music listening binges, and Мне больше нравятся всякие техно-темы различных файтов с боссами. Да. Они Ясно. прям кайфуют. encounter tile thing that we talked about. So the first 5 tiles here are going to be 1% encounters. Didn't get one, very lucky. I'm going to... Так, мы затарились репелами. Репелы — это, так сказать, дезодорант против покемонов. Он отпугивает. Такой не диклофос, а как это правильно? Да, репеллент. Ну да, репеллент. От покемонов, то есть помогает нам избежать случайных энкаунтеров. What does he have? He has 3 Geodudes, right? Yeah, okay. Yeah. I'm What are you supposed to fight trying this to guy, do by the there way. with that weird movement? О, вот это крит. Yeah. Да. Вот это крит. Well, now I they didn't even don't. like try. I just kind of walked right into his vision. He didn't spin down like we thought he would. If he spun down, I had to talk to him, so it would have been like extra awkward. But Yeah. it's okay. Could have just been like, oh, my D-pad's on the Ну, fritz. вот что делает Funny водяной if покемон I just с tried to земляными. walk past him and Он see if he would супер see. эффективен But yeah, I need to против hit них. level 19 now. Особенно before, против земляных the чуваков. worst fight, which is Да. the worst fight in the room. Number 3 of 60 or so. Тем более, то мы прошли весь земляной джим. Why that is pretty soon here. One more spinner The dodge electric coming. Не без приключений, но прошли. Oh. Все-таки была руина даже на земляном. They'll believe I that really one, right? don't want. I was gonna That was try to believable. convince them, but Да. okay. I'd be like, you really На don't wanna hit трансляции me. шутят там непропускаемые файты с тренерами. Yeah, it's pretty technical to dodge И this guy. You have to. они же, о, нет, я его не заметил. Но там никак не пройти, на самом деле. Да, есть частая манипуляция с меню, когда тренеры поворачиваются постоянно, крутятся вокруг. Тогда можно сманипулировать с меню, чтобы он смотрел в нужную нам сторону, и мы могли мимо него пройти. Но некоторые тренеры смотрят всегда вперед. Их нельзя пропустить. И тут дамочка просит нас провести ее через лес. Она боится. И мы пойдем через лес с этой дамочкой. Это такая секция игры, где парные битвы. И у нас как раз кончается репел, мы вступаем в бой. Угу. Походили по траве немножко, потоптались, что-то нам стыдилось. Да, с этой дамой, так как у нее Клифери, по-моему, да, или Ченси у нее. Ченси мы получаем бесплатный хил. И сбегаем из боя. Мгм. А теперь сражаемся с тренерами. Кстати, травяные покемоны. Травяные покемоны, мы их очень боимся, потому что мы слабы против травяных покемонов и получаем статус парализованных, потому что Вампел ударил нас током. Это не очень удачно. Да. Не везет раннеру что-то на марафоне. Ой, да, раннеру очень плохая. Марафон лак получается. Марафон лак.
She did her job though. This fight's fine now. I did get speed drops. So Beautifly does outspeed me now. And she can do a little bit of damage, not as much as Spark, but she does absorb, if I remember correctly. I think, yeah, it's absorb. Absorb and gust, but it doesn't hit us with gust usually. You can always check your HP with start. Come on. Well, I mean, it's better it misses now because it's not going to do anything. It's slower to hit a random move. That's what a non-believer would say about Chansey. What if it crits the egg bomb and it kills? Yeah. That's what we want on the next fight. There's an Abra fight coming up after this. Ченси полечила себя. Молодец, She Ченси. doesn't know way to heal this paralysis. Лучше бы она сняла статус парализованного с нас. And that's True, even that's the other slower. thing, yeah. But yeah, even though I'm paralyzed and at yellow HP right now, I get a full heal, which is super, super nice. Да, сейчас он получит полный хил Which is your partner? от Ченси в конце битвы. Это такой прикол Ченси, если ее носить даже в команде, ты будешь получать после каждого боя, можешь после каждого боя хилиться. There's actually like 5 different partners you can have in the game, but they're all in Абра. like optional Две areas Абры. or post-game areas. Абры очень интересные покемоны. Если их встречать в дикой среде, то они пытаются тебе сбежать, просто телепортировавшись. Они никогда не принимают бой. Because then it has super effective text. Maybe And they while are I get aware out of of their this powers. forest, we can. Ну, Ченси нужно иметь в команде, если ты хочешь качать покемонов, чтобы постоянно не бегать в покецентр, лечить своих покемонов. То есть ты прям такой, с Ченси хороший гринд идет, опыта. Такой билд на выносливость. Мгм. Can't wait to see how this game gets done. And also, we still have our incentive open for the rest of this game for Deus Ex. Choose the game. Right now, Deus Ex is in the lead, followed by Human Revolution very closely, and Mankind Divided following at that. And Донатят I'd на like to Deus see a good Ex. close fight, so let's get those А что там побеждает, donations Human going. Revolution или Mankind Когда я Divided? последний раз смотрел, We get a побеждала suitable here. Yeah, первая super Deus useful, Ex. unfortunately. Мгм. Но We are now done with the всё forest. может We're done with the измениться. lag for the time being, Вот at как least. раз There's like a сейчас couple of spots in the game where it's gonna lag, откроется. but nothing to Бидворс. affect with the game. Literally just А, ну freezes это for half a имена для second. покемонов. But we're in Eternity City now. I'm gonna do some shopping here once I get done with these cutscenes. I just realized there's actually more cutscenes here, so we should do more donations. We should also really quick. We should, Они закрывают Yeah, это they should be для closed off никнеймов покемонов. Мгм. if they haven't been already. Здесь нам показывают такого Alright, I have статую $80 for покемона. Troggles, 80 for my favorite Pokemon. Kind of goes against the reason we're here, but that'll go Стоят slow. старые добрые бусы. Да, маньяка, который стоял у озера. $5 from Adam the Fever. Непонятно зачем. Donating 25, Pikachu's number, but I'm sure over the years I've donated a total of somewhere around 607. Кстати, очень интересно сделано здесь отражение. На самом деле это не честное отражение, то есть DS не просчитывает эти отражения, а сделана отдельная комната, в которой дублируется персонаж и перемещается зеркально. И как бы рендерится нам рисуется нам на экране. Классический трюк для старых игр. Да. So basically, Закупаемся всякими бустерами на ХП. a lot of Ну, то есть это как Energy Root, это как Potion, только корешки. Природная, так сказать, народная медицина. Еще странного типа встречаем, странную деваху, которая нам предлагает проследовать следующий город. Странную, да. Hidden Machine 1. Hidden Machine 1 — это всем известный кат, который помогает резать вот эти вот деревья, которые мы видим ровно на 12 часов от персонажа. Over here. Okay, so we can start with the Piplup name. И так как мы закрыли донаты, можно выбрать имена покемонам. Пиплоп наш будет Грусплэш.
is the most technical part of the run, and like It's hard. naming. Yeah. It's so hard naming stuff in this game. Starly now? Старли, кто будет What's the Старли? Starly name? All right, the Starly is going to be Brody Lee with a capital B and a capital Броуди Ли? B-R-O-D-I-E. Броди. Броди Ли. Броди Ли. Броди. Ну Броди Ли, все правильно, да. Правильно Like that, сказал. correct? Making sure. That is right. Вот на покемонах постоянно мешают поставить мировой рекорд на ранах, на марафонах, потому что надо называть покемонов разными именами. Это доходит иногда до нескольких минут. У них еще имена длинные, это нам кадры не очень сейвят. Имена длинные, значит длинные, дольше отображение имени. Это тоже, да. Да, Бедуф у нас Хитимон. Хитимон. Было бы забавно, если бы кто-то задонатил на имена из этих из дигимонов. Так любит порой шутить. И следующий джим, джим травяной, очень опасный для нас, потому что наш, тип нашего пингвинчика как бы водный, и он не очень эффективен против травяных типов, и наоборот, травяной тип очень эффективен против. Вот. Это была суперэффективная атака. Да, потому что мы выучили клевок, который нам поможет побеждать этих покемонов. Так что мы подготовлены к этому бою. Yeah. So, one of the community members, Poi, they found out recently that if you Отлично шотаем so the Pokédex that we покемонов. got earlier, it has 2 buttons on it, and if you press those buttons, it makes this sound. Like that. Механика этого джима заключается в том, что после каждой победы время переводится, и по стрелочкам вот этих травяных часов можно перемещаться по джиму. It skips that jingle, you didn't even hear it there. And you save a couple frames. Because normally you wait for the jingle to finish. Побеждая тренера у фонтанчиков, который стоит у фонтанчиков, мы отключаем фонтанчик. Но это сделано для того, чтобы можно было вернуться, сходить подлечить покемонов в медицинском центре, в поке-центре, да, и вернуться назад с того места, где мы уже были. Very important for the run. It also adds fun to that part, because that part's horribly boring, just waiting for the clock to finish spinning. This gym was actually different. Говорят про разницу с джима в Diamond Pearl. There's a couple differences with the gyms in Diamond Pearl. And actually, yeah, now we should probably talk about... Говорят, что Diamond Pearl одна из самых странных игр покемонов. Ну да. Ну, кстати, Diamond and Pearl очень однозначно принялись критиками. То есть некоторые ставили 6, некоторые 5, некоторые самые высокие оценки. Но как бы Platinum был переработан, учли все вообще весь фидбэк, который был дан по предыдущим частям, и сделали такую прям конфетку, которая к 2010 году продала 7 миллионов копий. Я попрошу на минуточку. 7 миллионов. Diamond Pearl generally is that instead of like the grass type gym leader only having grass type Pokemon, or I think a better example is Volkner, the electric type gym leader, they just have Pokemon that have electric type moves, and that's their kind of restriction or limitation. That's a range. Glad I got that. That's very scary. B-Barrel, my favorite electric type Pokemon. Yeah, there's a B-Barrel you fight in Volkner's gym. It's very weird. So a lot of the Pokemon feel pretty random. They're more like realistic, which is kind of cool, and it makes it really unique. But it's very strange compared to every other Pokemon. Там AI очень The странный. other big thing is the AI is different. Спрашивают в чате, можно ли, если в игре Gyarados, можно ли его получить? Можно. Можно поймать Magikarp и вытренировать из него Gyarados. Правда, у вас займет это очень много времени, потому что Magikarp превращается в Gyarados не просто так, по уровню, а по
по степени привлекательности покемона к тренеру. И для Маджикарпа, который не умеет вообще делать ни одну атаку в базе, сложно получить большой уровень привлекательности. Usually it does reflect, which halves my attack for 5 turns, so we'll see what it does here. That's a good roll, and you went for reflect. So this is going to be a normal fight. Кстати, очень знаменательно в этой части у лидера травяного джима один из стартовых покемонов, который мы могли выбрать, и такого не было до этого нигде. Okay, so my first roll is good too, so I can pluck through the reflect, and that still kills because I have the +1 from X attack. And right now, because Gardenia has Smart AI, her Cherrim will do 20 to 24 damage to me with the 26 high rolls, and because I'm less than 26 HP, Используем it Energy is actually guaranteed to Powder. go for an attacking move. Прошочек. Which one it goes for depends on how much HP I actually have. But this Захиливаем нашего Груз-сплэша. doesn't matter, but it's important to be aware of. And more importantly, И доклевываем этого черема. I knocked it in below 25% HP, so it's going to heal there. Супер эффективно. I can't one-shot it unless I crit. And this is really safe HP. So he went for Magical Leaf, no Leech Seed. This HP is actually 33 safe as хп well, so I don't have to heal here, I достаточно. can just go. Нас ничего не ваншотнит с Right now, 33 Resurrect does хп, так 30 что to 32 мы with a 36, не 1 in будем 16 chance килиться. to go for that damage roll. So 1 in 16 chance to not hit. И это действительно было сейвово. По нам прилетел крит супер эффективный и осталось 1 хп. Ох, ох. Но у нас была еще семечка. Так или иначе, мы получили бы 18 хп после удара. 17 хп. What we used to do was always stall on Turtwig until the reflect was gone, because then it's guaranteed that you can Точный расчет. But I realized that with X attack and at certain damage rolls, you can actually just pluck right through it. And if you do that, you don't have to waste 5 turns on a Turtwig that will spam Razor Leaf, which has a high crit chance, so it's like 1 in 8 chance to crit you. And that's terrifying. It's absolutely terrifying. Actually, you're scaring chat with these damage rolls. Something you might notice about those damage rolls as well. Ну, получаем следующий значок. Часы показывают 12:30. Можем отсюда уходить. Significantly higher than all the other rolls, so you kind of have to just play around it, like Etchy did there. Yeah, kind of like playing around a crit, basically. Yeah. It can happen at any time, so we just don't worry about it. Exactly. Yeah, and it's actually safer for me to risk that, because if I healed there, I would have been risking an extra crit chance, like 2 extra turns of potentially getting crit. So it's technically safer to do that. Yep. Gonna heal up here because we're coming up on Jupiter. In Down Pro, you actually И уже час рано. before you get to Jupiter here, but here we just run. Летит просто Jupiter's also невероятно. in the run number 7. We'll see if she cooperates this time. И мы уже прошли джим, получается. Да, прошли. Он довольно короткий, несмотря на его механику с часами, прикольно. Используем hidden машину, чтобы срубить куст. Ну как, довольно короткий. Один из джимов, в которых надо победить всех. На входе в здание нас встречает знакомый Лукас, детектив, который говорит, что нам надо выяснить, что же все-таки здесь происходит. Дела нечистые. И мы стараемся тут ни с кем не драться. As long as you know where you're going, because sometimes you can go upstairs and just be thrown into the battle immediately. There's some good items here, but we'll come back to them. You kind of just caught me off guard with that one. What? That was scary. Этот файт довольно... Сейчас файт будет довольно напряженный и рискованный. Этот тренер имеет, по-моему, робота, который много критует и который может зафлечить. Зуб. Зуб. So this fight's scary. This is a 6 and 16 range. Didn't even come close. The main reason it's scary is because, again, Jupiter's a cheater.
She has a level 22 Skuntank, which is Но раннеру повезло. 4, and Skuntank is broken. Skuntank У него, короче, читерный немного скунтинг, two, it's very потому что bulky, обычно он такого and then уровня 3, it не has Night Slash, появляется. which has a high crit chance, so I might just straight up die here. Let's hope И not. Roll, он so очень hit me больно again, бьет. and then not kill me. And we win. Okay. That's Okay. current fine. as well, so it'll KO because he's. Но below мы тоже 30 довольно HP. сильно бьем. Yeah, so we take advantage of Torrent a lot in that fight. It's not guaranteed that it'll always just Night Slash you into it, but because it also has Poison Gas and Screech, which is super annoying, but got lucky there. Побеждаем команду Галактика. Did I didn't use any roots yet. Wow. So yeah, I'm gonna do my second shopping trip now. While I do Местная that, шайка before I do мошенников. that, I'm gonna pick up an item here called an X special. Ну, не то чтобы мошенников. Special attack. Они все-таки не команда R, они не стремятся похищать покемонов. Они... That's gonna be very Здесь important они for Rival 3. хотят мирового господства немного We по-другому. actually used to use that in the X speed in this building for Fantina, but the X speed ends up not really being that worth it for Fantina as long as you just don't get unlucky. And then the X spec is actually way better for Rival 3 than it is for Fantina. And Rival 3 used to be the worst fight in the run, like not even in meme way, just legitimately the worst fight. It's I know still it's the worst shocking, fight in the but- run, though. Still is. It's one of the worst fights. But it's not Говорят, the worst можно fight. выловить Герадоса. Да, с помощью суперудочки, но это во всех частях. So while I do this again, we can do a У couple меня of всегда были проблемы с ловлей покемонов на удочке. Ну, у меня в жизни с этим не очень. Рыбалка вообще не моё. Опять покупаем корешки. Тренер такой, наш раннер такой довольно старовер, лечит старыми способами, корешочками и так далее. How close are we to Halo 3? We are now at 33,762 out of 160,000. So we've got, gosh, only 126 to 38. We can Okay. do it. Well, you guys If- want to if get we an extra do that- Guitar Cry? Yeah, we'll do Cricketune Cry, and we'll even do a group Gigantamax Pikachu Cry. Oh no, get I there. never signed up for this. What's a Gigantamax did. Pikachu? I've never It's heard in the of it. contract, Swift. What contract? You The one signed you it. signed, don't you remember? Wait, we We signed can't the sign contract? anything. Yeah, На стриме шутят про то, что хост должен прокричать как Пикачу, потому что это прописано в контракте, которое она подписала, но So here, она I'm gonna пытается bicycle, and it's отказаться got a от этого. Togepi egg, which I'm А gonna раннер тем временем give it to the PC получает later. So if you wanna go велосипед. over kind of Велосипед can we поможет go нам over all быстрее the bikes for the перемещаться cross, the gens up to this по point? Do you wanna go over миру. one bike and two bike work? Okay, Лучшая so часть Gen игры. 1 and 2 Да. bike, И Катаешься сразу kinda же, like a и brisk- сразу же нам дают трассу для перемещения на велосипеде. So Gen 1 and 2 Route actually does not 206. have, like, running shoes. Route The Стараемся bike ни is в кого не the fastest врезаться, way traveling, кстати. but the bike is not that fast compared to every later gen. Идеально проезжает по трассе. Gen 3 has two different bikes Bicycle, called the Acro bike and the Mach bicycle, bike. I And want the to Acro ride bike my has, like, a bicycle. consistent speed, Я знаю while немножко the другую Mach песню, bike, но ее нельзя петь. like, takes a little bit to charge up and then just goes. На самом деле никакие нельзя, а то сейчас DMCA дадут. Gen 4 Находим редкую конфетку. Редкая Acro конфетка bike, позволяет увеличивать уровень in the покемона. form of Gear 1 and Аккуратно 2, though it's a проскакиваем little мимо more тренеров, watered down. пока они светят своим лицом туда-сюда. Находим ревайв. Ревайв воскрешает покемонов умерших. And then Gen 5 That was has, YOLO, just so everyone knows. Gen 5 has a really Пшикаемся good репелом spike. It is really против good for энкаунтеров. someone who runs Gen 5. И на входе в пещеру нас It's останавливают like на a беседу. Mach bike, but just crazy. It doesn't have that startup. Чтобы дать Gen 3. Favorite Вест feature of not Сикера. being able to enter a Pokemon Center. Yep. I didn't realize, by the way, that the bike in this game made that guy so jealous he just wouldn't look at you. That was something I didn't know the bike did. I get it. The Sinnoh bike is crazy, and it's all, I don't. And the Heart Gold Soul Silver bike is also just like basically just the fast gear of this bike, right? Локация на самом деле эта карта на самом деле изрезана такими пещерами, потому что все-таки большую часть занимает большую часть этой локации занимает горы.
Сильно такое довольно гористое, да? Гористая локация. И, кстати, поэтому мы очень часто встречаем тренеров, которые имеют каменных покемонов, покемонов каменного типа. И мы, конечно, сильнее каменных покемонов. Заливаем их водой. Так сказать, пузырьковым лучом. Bubble Beam. Platinum's a little different, but Diamond Pearl can just go straight to the Hall of Fame effectively as soon as you get the bike. Platinum's cooler, though. It's For super sure. cool. Yep. Вы запланировали перезапуск устройства на 20 обновление Windows 106, приостановить на 7 дней. Все, я спасен. Нас спамил приостановить обновление на 7 дней. Сманипулировал RNG обновление. Теперь я на какое-то время спасен. Это очередной джим? Нет, это место, где проходит фэшн-шоу покемонов. Fashion is my profession. И именно здесь мы выбросим яйцо, которое нам дали недавно, чтобы оно нам просто не мешало. Вышел раннер на крыльцо, выкинуть свое яйцо. Вот нам рассказывают, что можно поучаствовать в шоу, выступать, показать, какие красивые у нас покемоны. Но нам это не нужно. Ну вот, раз мы сюда зашли, то можно и выбросить яйцо. I'm going to deposit the heal up this Primple up here, which is really nice. А также выбрасываем покемона, который нам позволил получить вирус. Ну, не выбрасывал, а Не выбрасывал. хорошие руки. Мы не выбрасываем покемонов, мы все заботимся о них. Покемонов... Вообще в игре можно выбрасывать, отпускать покемонов на волю, но я не знаю, кто пользуется этой фичой. This is the worst gym puzzle of the game because I don't have RNG manipulation. Здесь джим призрачных покемонов с очень интересной механикой. Нужно ходить в темноте с фонариком. В этих частях уже отказались от хайден машин, которая называется флэш, которая позволяет нам освечивать затемненное помещение. Но было очень близко, чтобы попасться на тренера в этом джиме, но раннер смог избежать битвы. Нам, в общем-то, ни флеш, ни фонарик не нужен. Ну да, мы знаем, куда идти. See if the game will give me the answer. I also can't see anything because it's super dark. Okay, I see the blue tile. Oh, what is that? Sun? The sun. Sun? Oh, this is easy. Cool. Nice, yeah. He was Nice and helping easy. you out over there. И вот тут джим-лидер. I'm gonna save again just so I don't have to do that over. С призрачными покемонами сохраняемся Yeah, перед so this этим, is a relatively new потому shot. что, как мы уже увидели, марафон лак Tonight, turn one. у раннера But again, using that X-Spec супер, for L3 instead супер is влияет на way его ран. better. And this fight is Сегодня. very winnable with pluck strats. Фантина. Spam bubble beam through it. So what I'm gonna do is I'm just У gonna нее destroy есть, the stuff у ее as fast as покемонов есть possible. шанс It has нас a chance to burn me, поджечь. and it also has future sight and some other annoying moves, but we can deal Так with что, those. нет, неудач. Это могло быть So we'll see what проблемой. happens here. Да, у всех, кроме That's Хантера. why, like, setting up on the У same нее is so есть bad, Хантер because it just has so many последним annoying moves покемоном. Тот не поджигает. that you might have to like heal early if something goes badly. That's a good speed fall. Yeah. Actually, no, that doesn't matter because he only outspeeds with Shadow Sneak, which is priority. So this is pretty decent HP. I'm gonna plug turn one Miss here. Hopefully it just Магию. hits me. Мисс which is Магию. ideal. It has confuse. Вот мне очень нравятся все призрачные покемоны. Покемоны-призраки в It's not the end of the world. покемонах, You can они always revive такие and go back in. очень мрачные и очень Snap that красивые. Citrus Berry from it. Да.
And now if it hits me, I'll be in torrent. So hopefully we get that. Yep. That's a torrent hit. Extra 50% boost. I'm gonna heal that. No, I think you can live. He's guaranteed his Ну, attack пока there. он нас избивает. I want to see not special defense drop. Good. Nice. Shadow Ball has a 20% chance to drop your special defense. Раннер говорит, очень легкий Easy Мисс Miss Магус. Magius. Yeah, I was Nice, gonna but- say Magius. We still have a Hunter coming up. Is it Miss Magius or Miss Magius? It's Miss Мисс Мегайс, это вообще. Also, with your Ну, можно pronunciation. долго спорить в произношении. That's officially Кстати, canon старый now. добрый This is Хантер. AGDQ, so Yeah. thanks for that. I'm gonna hear that for Thanks a a long lot. time now. So this Hunter is kind of funky. I can't. Хантер, вечно О. смеющийся покемон. I'm gonna go for pluck. That's a good Как call, он actually. I can't критует. in here. Ой, Okay, критует. there's torrent. We won. И раннер That is a хорошо perfect бьет. Fantina fight. Ну, у раннера торрент I сработал. have not gotten anything like this in my runs. Отлично. It's the marathon. Very nice. But yeah, Hunter's super scary because it has hypnosis and confuser. И получаем That can третий just джим waste бэдж. even more time against Или it. третий, да. Третий. Ну, в общем, да, как и в любых других покемонах, нам надо собрать все джим бэджи. Honestly, that's 8 джимбэджей, чтобы попасть в лигу. 4 представителя лиги и чемпион. Okay. Ugh. Цель любых покемонов. Called out. Yes. Да, джимы такая квалификация, I didn't wake up 20 minutes before the run. после которой мы можем попасть в большой So I спорт. think full hero. Calling pulse. Поэтому надо показать себя, устроить вот большое путешествие. We're coming up on what used to be one of the worst. Ну, fights in the естественно, ни одно большое путешествие не происходит без приключений, без какой-то драмы, без каких-то интриг. И все это закаляет тренера. Все-таки тренеру по игре-то 10 лет. В 10 лет все начинают свое путешествие за статусом чемпиона. Who knows if you would have survived? Royal fight number 4. Чет- No, number 3. Третий, Number 65. третий бой с нашим Used to be really bad. закадычным, назову это так, соперником. Get a swap out into Grotto to get a free pluck off, otherwise you lost, or you would be very favored to lose. Because you can't. Раннер бустит скорость. So I just need to hit. That wing attack's okay. Good hit. Okay, that's very good. И очень хороший хит, который делает ваншот. The big scary thing here. I'm just outside of Razor Leaf range, so relatively safe. The other nice thing is because my special attack is so high, there's a chance he just uses. Каменный динозаврик на самом деле очень опасный для нас, потому что у него травяные атаки, и вот на 5 хп, если бы это был крит, то крит-удар, то наш Госплэш умер бы. Отрубился бы. Но он не совсем каменный, скорее деревянный такой. Деревянный, да. Which was a complete nightmare, because then it just murders you every chance it gets. I have to heal this already? Yeah. Yeah, the thing about Официально is the rival покемонов also вообще has не class переводят versions на of русский. form, and that becomes a huge nightmare to deal with if you can't get the KO on it. Старых покемонов переводили на очень много языков, кроме русского. Я, например, в своих первых покемонов поиграл на итальянском языке вообще. О, Панита. Что мне попало в руки итальянская версия. Mandatory double trainer battle coming up, but if I just have only one Pokemon alive, like previous Gen games, like Gen 3, nice miss. Oh, I should have potion there. That would be safer. Нужно оставить только одного покемона в живых. Это поможет рану. И очень не повезло, что Панита промазала, потому что это один лишний ход. А один лишний ход — это не сэкономленное время. Destroying everything. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасно. Опасно. Ну, вообще, это просчет получается четкий. То есть, Ну да. Панита нас особо много и не дамажит. Да, но он говорил, что вообще можно было использовать поушен, если раннер говорил, чтобы более сейвово, если там, чтобы там не было ни критического, если там будет критический хит, то можно было бы и в отключку покемона запустить, но пока все хорошо. Awesome. I have a $50 donation from Atishi that says... Но даже если бы сейчас Гроссплэш ушел бы в отключку, все равно мы уже нашли ревив,
То есть это не руина рана на самом деле. Это просто 3 лишних хода. It's also one of my favorites, right next to Artist Executor. I definitely prefer trio over Diglett. Ooh. You guys ever heard Firo's cry from the anime? Оба Oh, прокатились, Прокатились. взяли конфетку, под репелом проехали, но нас никто не нападает. Да, и репел как раз вот и кончился бы. Like Guzzlord. So good. I'm actually gonna do a save Покупаем here. молочко. I normally wouldn't do this in a PB attempt, but Молочко you can Момо. actually buy a dozen moo milks really fast as well for $6,000. Ты видел там толпу And moo псайдоков? milks heal your HP Да, by толпа 100%. псайдиков мешает нам дальше пройти по той улице. And, like, a normal Надо разобраться с хозяином этих псайдиков. huge bang for your buck, and it just gives me a lot of safety throughout the run. But here, this is why I wanted Torrent. I can one-shot this with Torrent, otherwise I can't. This entire route's really interesting. Увы, но It really финалка favors будет Piplup, короткая, because this всего entire 2 route is часа. raining. And with the rain, Или other была effects, уже. our water type moves do Я не 100% следил. damage. Будет, да. Yeah, there's a lot of multipliers on this fight because we have Torrent. Ну там we have, ПК-версия, там we все, have что можно, that, скипается, yeah, все, что same можно type сломать, attack, but ломается. it's a 1.5 Заходит multiplier, в and the rain Девруму. also gives a 1.5 multiplier, so 1.5 times 1.5 times 1.5 Вообще. times metronome boost, like these bubble beams are doing so much One damage. shot. Yeah. Yeah. Наш пингвинчик хотел выучить крутую атаку, но ран урона не нужна, поэтому мы ее просто забываем. We have some actually kind of scary fights, even with the rain. They're a little annoying, so I'm going to save for those as well. I'm also going to pick up a safety revive. The item to my right there is a fist plate, which unfortunately is not super useful to us. I need to max ether on this menu. I also need to heal up a bit. Powder is good. Yeah, let's do powder. If I do powder, I have a И энергетическим порошочком мы лечимся. Энергетическими корнями, извините. И восстанавливаем с помощью молока количество атак нашего покемона. Я напомню, что количество атак у покемона ограничено всегда, и чем сильнее атака, тем будет меньше их количество, использованных до излечения. Нескипаемый тренер, с которым мы точно бы сражались, поэтому мы его триггерим. Это раннер говорит, что этот файт довольно страшный, но следующий будет еще страшнее. Да. Страшный за счет того, что тут покемон травяного типа, и они могут очень хорошо навалять. Трава контрит воду. Трава суперэффективна против воды, да, 2х урон. When I beat that Roselia, I didn't take any leechy damage. When I beat this, I didn't take О, any damage, but I still have leech Личи-тюн. seed. Like if I don't one-shot this, Очередной then, покемон like, из I'm gonna старых get some HP поколений. from the leech Да, seed. из первого поколения. Defense scroll's fine. This HP is now too low, so I have to heal for the next fight. And we can do a couple more donations until I get to the Drift Bloom. Sure. I have $50 from Yarafina. Hi, Yar here with a little donation. Seeing all the donations bursts me into tears. My father's still fighting lung cancer and just had his 2-year anniversary with chemotherapy. Опять скармливаем корешки нашему пингвинчику. Ему они очень нравятся, поэтому его здоровье растет. Выздоравливает он. О, вкусно. Here's $94 for my favorite little ghosty, Gengar. Very good choice. Тренер. I'm glad it's Gengar and not Drift Bloom, because I Drift love Bloom's about to ruin my Gengar. life. I love I thought that was a shiny for a second. It looks Очередной не пропускаем от тренера. In this game, the sprite is weird. Yeah, Do not know like why. they just changed it in Platinum compared to Diamond and Pearl, where it was just normal. Милый спрайт. They've done a Generally, lot I of love weird the sprites in changes. this game, though. For sure. Yeah, I agree. I will say though that though I love Drifting, it's кто это? Это unfortunate куница? for Что это? Yes. Agreed. Норм? Never let it up. It's You definitely a don't good, want like, a hot air balloon?
creepypasta Pokédex Pokédex entry thing. entry on it's crazy. Yeah. So this fight's terrifying because it has Ominous Wind, which does a lot of damage and can crit you, but it can also give it a boost, a one-stage boost to every single one of its stats. It also has Stockpile, which will just waste time and give it more opportunities to kill you. But got past it pretty easy. And then we're entering Veilstone City. Мне в чате подсказывают, что это писец. Возможно. And I'm going to pick up some extra money items because I did that Moo Moo Milk shopping. Gonna get the star piece, which sells for a lot of money. And then I'm also gonna pick up a calcium here. Now, calcium increases your special attack EVs by 10, so you might think, oh, maybe you should just use that, it's pretty good, but... Кальций как бы увеличивает спешл атаки, наши ППА увеличивает количество атак, которые мы можем использовать. И мы должны сейчас закупить еще бустеров боевых. Но для начала мы продадим все ненужное. X атак не берет, город спек. Нет. Ну, короче, скорость, точность. Скорость, точность, специальные атаки. Механика боев в покемонах заключается в том, что атаки делятся на два типа. Это физические атаки и специальные атаки. То есть, например, огненные атаки, да, там Fire или там Ember, они специальные атаки, а там какие-то атаки, которые прям должны как будто бы наносить физический урон, это физические атаки. И поэтому бустеры у нас есть атак-бустер и спешл-бустер. Бустеры прям как в донатных играх. Только бустим мы тут. Немножко другие бустеры. Да, бустим мы тут сами обилки. Я бы назвал это скорее стероиды. Временные. I'm just gonna save instead. It's fine. There's Crasher Wake. He's actually the next gym leader we're gonna fight. Little teaser. Very enigmatic fellow. Встречаем такого рестлера. Этот рестлер на самом деле лидер другого джима, и он убегает от нас, а нас сейчас ждет веселый джим, 4-й по счету. Джим боевых искусств. И он довольно маленький, и с прикольной механикой нужно толкать грушу, чтобы она разбила колеса. Кучу покрышек. Да, кучу покрышек. И башенку из покрышек такую. Мы проходим мимо, ну и расчистила бы нам дорогу. Can we talk about how strong the trainer is? How hard are they hitting these punching bags? Right? And not even just hitting it, just like running full speed into it. I mean, she's been running all over this region, so like I think she's got some leg strength. Yeah, the headbutts are like insane. Джим боевых искусств, значит, покемоны будут боевые, которые дают с кулака. Бойцы. Борцухи. Еще с ноги могут опрокинуть, да, все так. Справедливо кинуть. То есть это, на самом деле, это джим, который реальный джим. Качалка в прямом смысле. В прямом смысле. Karate Chop's high crit chance. Normally it goes for Foresight, but it can go for Karate Chop. That's why I saved there. And yeah, so before I go to Maylene, I'm going to fight one optional trainer because I actually desperately need the EXP because I haven't fought any optionals yet this run. Or any optionals after getting Bubble Beam, and I need to fight something in order to get Empoleon at a specific point. So while I do that and before Maylene, we can do a few donations. Very cool. I have $20 from Thomas Patrick WX. Hey, Etchy, glad I got a chance to see your run between my shifts at work. I can't thank you, Shen, Pulse, and Swift enough for encouraging me to get into Pokemon speedrunning this past year. Keep up the great work, and I can't wait to see the Starly main route soon. Восстанавливает ХП с помощью молочка. Quick teaser before we do more donations.
Черный пояс Джеффери. Кидает против нас Херокроса. Жук. Жук. Такой стальной жук, он умеет увеличить свою броню. У него очень крепкий панцирь, и он бьет своим рогом. Какая-то разновидность жука-носорога. Помню, в Жоже была арка, в Жожелеоне, где они сражались на жуках, и там Жожа выиграл Феррари в этом сражении. Ничего себе. Ну все, мы перемещаемся к боссу качалки. I did, yeah. You know, you could just say 10 and it'd probably be right. Let's say 10. Let's say 10. This fight strat has changed in the last like year. We used to do an X event here. It's a little scary, and it is ultimately unnecessary. And with this pivot of having better defenses and better bulk in general, Ножки. that's actually pretty nice. How it's going to work is I'm going to. Ну, боссом качалки оказывается девочка, которая занимается кикбоксом. So, gonna start with that, and then I need to get to +2 special attack by using 2x specials. И сейчас он будет, значит, наш раннер будет бустить своего покемона с помощью X-Special и увеличить свою броню с помощью Guard Special. Да, специально для этого дела закупались. Okay, so if I get less than 36 HP, I'll have to do something different here. I can super that. Супер Поушен. Лечимся с помощью Супер Поушена, потому что очень опасно, можно умереть. То есть, покемон может уйти в труп. Drain Punch and Force Palm. So you want to one-shot it because Drain Punch will heal. Следующий покемон имеет очень раздражающие атаки. So Drain Punch is better. Being a crit, and that's the fight. We win. Very good. Let's go, Lucrio. It can also be hard to manipulate your hit points on this fight because guard specs have a limited amount of time. I think they last for 5 turns in this gen, so you kind of have to get to the hit points quickly or you run out. Ну и классический покемон первого поколения Мачок. Прям представитель бодибилдинга. Because then 2 hits won't kill you, but it'll knock you into torrent, but then you risk an extra chance to get paralyzed or crit, and it's very scary. That's why I was willing to take the risk on Meditite just for the extra safety. And now we get to do a little galactic grunt encounter. Again, another double fight, but this is another true double fight where instead of partnering with Royval, we're going to partner with Barry. Or not Barry, Lucas. Wait. My brain is not fried at all right now. I wish I could name this rival because so like if you pick the boy, your rival is the character I am right now, so it's just named Dawn, and Lucas is just the assigned name. Немного тоже закупимся, надо похилиться. А нет, мы из нашей сумки достаем поушены. Press the select button in the menu. That's actually the button you press to rearrange items, and it's actually much faster to scroll up and down with that. Кажется, у нас уже половина значков джимов. Да, половина значков джимов. И сейчас даблфайт. Никто не любит даблфайты, и они на самом деле очень странные всегда. Да и довольно редкие. I was gonna say though, if we get metronome explosion or self-destruct, $50 donations. Yeah. That'd be stinky. Let's not get that. I actually did a Pokemon Let's Go marathon run recently. That's bad. I have to heal that. Uh-oh. Extra turns for explosion. Uh-oh. And during that run, you fight a Clefairy. And that Clefairy did Sand Attack on me with Metronome, turn 1. And then,
thought. Interesting. That's not bad. I did a lot of damage. Yeah, that's not bad at all. That also did a lot of damage. Oh my god. Infatuated. Oh, Oh, cute what is charm. happening? It's a weird So yeah, I fight. got sand attack, so I missed my hit, and then turn 2 it did metronome horn drill, but it missed. And it was the most insane thing I've ever seen. Sing, very that's scary. not metronome. That's good. That's good. Come What did on. metronome sing? Клифери усыпляет This is the only Зубота. fairy in the run where things can go really Oh, badly pin if missile? it Oh. decides. Зубот мог You're вырубить safe now. Госплэша. Но нам повезло. Typical fairy is your opponent when you get metronome trolled, but in this case, it's your partner, and it's still Yeah. just. И группа из Yeah. команды Галактика And, побеждена. we have a bunch of cutscenes here, so we can do a bunch more donations. Сейчас Awesome. I have длинная $133 катсцена, в которую from можно Star зачитать Creator, донаты. contributing to that Pokemon number train. I couldn't think of a good pun, but I'll think of one Like Eevee, so. eventually. Thank you so much for your donation. I have. It's a good Pokemon. I have $799. Нас догоняет Люкер, говорит, и что он продвинулся в своем расследовании. Thank you so much for that generous donation. I hear that Etchi will do a Guzzlord cry at 830,000. Can you show me Guzzler cry really quick, just like a sample? Why does it sound like the Firo cry? И Why is it проводит exactly нас the на same? странный склад. I think they're the same. Говорит, что profession. этот склад у него давно на заметочке. Надо поисследовать его. I'll totally do it. For what was the И criteria? находим Хайден машин, нашел для нас Хайден машин на складе. You heard him. Let's get to 830,000 to hear that cry. И это Хайден машин Fly. Fly позволяет нам перемещаться по пакет-центрам, которые мы уже посетили. Да, можем летать. Можем летать на летающих покемонах летающего типа, на разных птичках. А также на Чиризарде, если он у вас есть. Тут это спрашивают, где у нас YouTube. YouTube у нас по стримам нету в описании. Почему-то не это самое. Не триггерится по команде. Вот записи прошлых стримов. Вот. А ЮТ, да. Стрим иногда перезапускается, и записи есть на канале. Да, можно YouTube посмотреть. Ну, потому что записи пока будут потом, после ивента мы их порежем. Пока все вот так. But this is actually like really smooth, honestly. After the RNG minute stuff, everything's been not too bad. Did I reset at all after work? Страшный воздушный шарик. I can't think of any now. Я всегда его боялся. So wow. Well, yeah. So the reason I fight that Heracross optional is just to get enough EXP here. That Heracross is one of the fastest optionals you can fight, and also gives a ton of EXP. So Gonna teach Brine here. So how do you want to explain how Brine works? Is it has like a certain range Получаем time. атаку Брайан. When you're under half of your HP, you do double damage. It's pretty insane. Прокачиваем с помощью конфетки покемона. Oh, it's your Yeah. going for Brian. Стоп. Редкая конфеточка. Она нужна, чтобы словить, There's gonna be a few повысить shots in the уровень run where, like, покемона. knock Прокачиваем его до 36-го, чтобы получить новую форму эволюции. И грозный пингвин, прокачавшись, эволюционировал в довольно-таки стильного и интеллигентного пингвина. В таком пиджачке, не знаю, что это, кардиган, пиджак. No No monkeys. monkeys, no. Only penguin. Monkey. Респектабельный джентльмен. And Where's Turtwig? where's Turtwig? Yo, Turtwig's it's so sad. Такой прям весь видом показывает, что он хозяин жизни. Close to being pretty good. Изучаем флай для нашей птички. И используем супер репел, чтобы избежать рандомных энкаунтеров. Продвигаемся дальше по такому мини-лабиринтику к следующему озеру на этой локации. Move set out of all the starters. Oh, you might have noticed, but
Piplups kind of sucks. Останавливайся в отеле, чтобы вылечить всех покемонов. And then your evolution moves are Metal Claw, which sucks, and then Aqua Jet, which also sucks. Because those are both physical. Вот attacking moves, следующее and you can also озеро, very good special но на attacks. нем мы тоже не видим красного Гирадоса, With YOLO. поэтому мы проезжаем дальше. That's one of the Ничего, only рано spinners или we'll поздно. run because, Или, может, не we найдем. actually do a lot of spinner passes with her, so fighting her isn't Не, мне that кажется, difficult что не once we go найдем. faster on subsequent tries. But Переместились к пятому джиму, и нас Fight us, встречает and Рой, he's gonna be very surprised when he finds out that закадычный finally evolved враг. to my last evolution. Говорит, давай сразимся перед джимом, я уже прокачался. Я тебе хочу показать, на что я способен. No, people won't get that until we get there. I wasn't gonna say anything, honestly. А, I was just gonna leave. Раннер бустит покемона на скорость, чтобы атаковать первым. So yeah, two things are wrong with this fight. One, Royal is not a cheater like Jupiter and Mars. He has a level 34 Stravia, which should be a Staraptor at that point. He has a level 36 Groddle, which at level 32 evolves into Torterra, which would be extremely scary if it had that. And it's very silly, and this is why we just destroy him. That is actually not a great crit. That knocks him into Overgrow. Okay, it didn't crit me, so it's fine. I was just afraid a crit would have hurt pretty badly. Очень легкая битва, потому что тип покемон Райвел... Контрит нас. Да, он контркласс, да, но Райвел, наш противник, решил увеличить защиту для начала, перед тем, как атаковать, но это была его ошибка. Ну, он такой неторопливый парень. Решает сначала набафаться, а потом уже стукать. Но мы рашим его, и шансов у него нет. Хотя, конечно, раннер сохраняется перед этими фактами. Ну да. Всякое может, что-то может пойти не так. Все-таки битвы с нашим вот закадычным противником всегда довольно сложные. Бывают довольно сложные. Джим водного типа. Здесь пазл с нажиманием кнопочки для закачки и выкачки воды. Красивый уровень воды поднимается. Уровень воды поднимаются палочки, досточки, по которым мы можем пройти, либо пройти по самому дну бассейна. Водяные покемоны, они опасны против нас. Нет, почему опасно? У нас один против них. Ну, это да. Даже вот не очень-то эффективно, не очень-то эффективная атака была, но все равно ваншот. Пилипер. Пилипер. No. Oh, the demons. Очень мил покемон. Yeah, we're gonna be spinning grass not a lot here. This is a very good move for this. I'm the only one who's played this game, though. Yeah, true. you seem to be the one that's least qualified out of all of us. Ну, подняли максимальный уровень водички. Непропускаемая битва с мальчиком в спасательном круге, который использует бобра, который на самом деле называется Бибарел. Крутой бобер. Крутой бобер. What was the question? How do you pronounce this Pokemon? B-Barrel. B-Barrel. Okay. Now Bi-Barrel? You wish. The barrel. Potato, potato. So, Следующая битва с девочкой со спасательным кругом. Она использует Азурила, такой милая мышка водная. А это не четвертое поколение. Этот покемон из второго поколения. И Азурил тоже со второго поколения. It's normal fairy? Yeah. Ну, впервые были представлены в покемоне Silver и Gold.
Даже, по-моему, даже, по-моему, вот у Мэрила вот эту форму использовали в начальной заставке в Pokemon Silver, когда профессор рассказывает, куда, ну, что это за мир покемонов и что нам предстоит делать. По-моему, это один из начальных покемонов. Нет, это покемон второго поколения. Ну да, во втором поколении, в смысле. Ну, Нет, типа его можно взять у профессора. Нет, у профессора во втором поколении можно взять Тотодайла, Читариту или Синдаквила. Ну, значит, его вначале можно получить. Да, ну, как в начале, после второго джима где-то. Его показывают в начале, в самом начале, вот когда игра запускается, и профессор рассказывает, что ты в мире покемонов, выбери своего героя, назови его, и он там выпускает вот Мэрила. Показывают, что вот мы в дружбе с покемонами, там, друг с другом взаимодействуем, постоянно тренируем их, используем на работах и так далее. This Shellos is really annoying. It has Mud Bomb, which one does a lot of damage because it's ground type, and then two can drop your accuracy. And then it also has Water Pulse, which can confuse you. Hopefully we just get neither of those. Тоже такая, такой милый покемон, немного похожий на Лапрос. There we go. That's actually a good point to bring up too. Is this is one of the few Pokemon speed games where you only use, at least this route, you only use 100% accurate moves the whole time. So it's actually really nice. There's a lot of RNG taken out of it. Golduck. Эволюция Псайдака. Это у Псайдака уже прошла мигрень, и появился третий глаз. Whereas the Monkey route uses Fire Blast a lot, which is only 85% to hit. And now we're on to Crasher Wake. This HP is pretty good, so I don't have to Мы save с here. легкостью If I get crit побеждаем. turn one, И это I вот will морячка. have to heal. But other than that, И уже старый знакомый, которого мы встречали, похожий на рестлера мужичок, который является лидером этого джима. Yeah, there's like ranges on progression on it. So like I don't know exactly what the weights are, but like once you hit a certain threshold, it'll get like 80 power and then go up to I think 120 is the max. Герадуос довольно опасный покемон. У него есть атака в кусании, у него есть лазерный луч, которым он может ударить нас и нанести очень много дэмэджа, но все-таки он бьет водопадом, и это не очень эффективно против нас. Did not expect to crash It's move. crazy because Floatzel is so fast. It's like 115 base speed, which is really crazy. Also, I feel like Quagsire probably gets a decent weight tier as well. So it probably just melts immediately. Yeah. And didn't get crit. Cool. Crit was unlikely to kill there, but still. And this HP is actually really interesting now because what I want for the next section is torrents. There's здоровья маловато. Ну, здоровье уже и не нужно. And this is the main section. Да, лидер Вейк побежден. Лидер Вейк побежден. Пингвин хочет получить новую атаку, но мы тоже ее скипаем, потому что она нам не нужна во время рана. Хотя атака довольно сильная. Something that Pulse might have alluded to earlier, I'm not sure. We'll see. Oh, you mean Pulse alluded to or something? I can't believe you even pronounced like the word boom correctly. Ну и дальше идем в обход и выходим из джима. We can just ignore that. Just like most of what he's been saying the last 5 minutes. Нас опять догоняет Рой. Рой говорит, что в Вейке что-то произошло не так, пошло не так. У Вейка. It lowers your accuracy all the way down to, I think, is it 70 or 60? 60, yeah. And then, so basically, unless we have defog, we have to deal with like lower accuracy moves, so we tend to spam a bunch of происходит какая-то трясучка. Все в шоке. It's awful. There's so many fights, one after another. You're just going in with extremely low accuracy. Yep. It's bad.
Догоняем члены команды Галактики. So just doing a bunch of galactic run here stuff. Nothing Он crazy, пытается but от нас low. сбежать. The thing about the Какой default run is коварный. the accuracy works both ways. Okay. At Мгм. least. Но у нас велосипед. You're both just gonna Да, мы быстрее. so. Right. The only downside is the routes. Выезжаем на пляж. Trolley. Mhm. И все-таки Сбегаем догоняем. всех Every trainer тренеров. at least has one move that is guaranteed to hit even through the fog. So like the first trainer has shockwave. The second Вот, trainer has vital. нас догнал Right, stuff like детектив. sorry that. about It's that. very obnoxious, and the game really punishes. Нас догнал Люкер, говорит, что он дальше продвинулся в расследовании, он знает, кто взорвал бомбу, откуда этот был Yes. кабум. Can't justify it, and I want to also share the joy of fog route with everyone watching this run. All right. Thank So you. if I wasn't in good HP here, I could actually do the hotel here, but don't need to. Just going to instead ride out this HP. Догнали опять этого члена команды Галактики. Он удивлен, что мы вообще типа его нашли. Он пытается сбежать от нас, все пытается и пытается. I do have the sewer potion and a potion right now, so I can Зря. set up torrent. Да, ну говорит, что ты все еще у меня на хвосте, я уже устал, давай сразимся. Buying the lesser healing items just to keep torrent, but it's really nice having them for these kind of Ну, situations. он еще и усталым сражается. Это как старая поговорка: не бегай от снайпера, помрешь Torrent's gonna уставшим. be especially useful for Не бегай от choke and fog, велосипедиста, but we'll get there when we get there. тоже устанешь. Проиграешь уставшим в покемон-битве. Pretty good. Almost got me. Didn't hit me though. So this HP is potion HP. Yeah, I'm gonna potion here. I think I have like 22. So Cynthia's here. Our rival thinks that Cynthia's our older sister. Is not the case. But Cynthia's the lead champion. We'll get there when we get there as well. Говорит, Рой говорит, что это его сестра. Yeah. И She looks like a мы знаем, rival что too, which is это, funny. She has the yellow hair and everything. что это Yeah, we gotta see her potion. что это чемпион лиги That are blocking текущий. the path to the fog right now. And Цинтия. never-ending migraine. Синтия. We're gonna go relieve that for them. Используй. Тут случается, кто-то хейтил Синтию, видимо, она жесткий противник. And then we get to start the fun. Ну, но не для спидранера. While I do this cutscene, Да. we do some more donations as well. Hold on, I have a little incentive. You want to do donations for misses or hits? We can do it. Пропускаем бои. Yeah. Подходим к сейдакам, Misses? даем им секретное зелье. Сейдаки удивляются, откуда у нас это, и решают сбежать. But yeah, donations. Very good. I have $25 from Mega Blazing Ken. Hey, Etch, Ken. Синтия удивляется, что нам удалось прогнать этих псейдаков, но... Отлично справились с этой шайкой. Да. Best of luck on the run, and don't machoke at the machoke later. Smiley face. Good timing. You can do one more donation. Sure thing. I've got И 20 дальше длинная дорога в следующий город через туманы. Good luck on the run, and Используем поушен перед непропускаемой битвой. So this first fight's coming up here. Туман сгустился. Кстати, очень интересно, в этой версии игры вернули, ну, в этих версиях игр вернули времена дня, то есть день-ночь, но кроме дня-ночи еще есть утро, еще есть вечер. Вот. И от этих времен дня зависит то, какие будут энкаунтеры, то есть ночью ночные покемоны появляются. Yeah, this Apom thinks it's using a good move, but it would probably be better off using anything else. Yeah, I don't remember what this thing has, but it's using Shockwave because it's the strongest move it has, which is also kind of sad, but it's okay. That's the big thing of being part Steel type is every normal attack, every dark attack, every ghost attack, just nothing phases you anymore. Nothing hurts you. That's a shocker. So this is where
brine comes into play. I'm gonna use a pluck here, and he's very favorite. Кстати, тут в чате говорят за плакаты. У меня есть плакат с первым поколением. До сих пор висит. У меня никогда не было плакатов, у нас их не продавали. У меня плакат с первым поколением, и был плакат, короче, Pokémon 2000. Видимо, по мувику. Да, скорее всего, по фильму. How this fight works is I have to hit a 60%. I don't necessarily have to hit it turn 1 because they can miss as well, but it has Vital Throw, so that will kill me because that's a perfect accuracy move. If I miss, it's actually faster for me to reset. Туман очень мешает проходить, потому что ничего не видно, что там дальше, где там враги, где кто. Но раннер знает наизусть дорогу, поэтому ему туман не мешает. Но туман еще влияет на бой. Оп, все. Мачок ударил очень сильно. Отлетаем немножко, да. Ну, раннер сохранялся. Труп, да. Но он специально сохранился перед этой битвой, потому что знал, что у него не очень много хп и можно проиграть. Он специально перед всеми битвами сохраняется, ран максимально сейвовый. Да. То удача у раннера кончилась, он понимает это. Но он это еще увидел на старте игры, когда первый бой прошел не очень удачно. I didn't even process that it would happen. I just expected to die again. The fog is deep. Fog is. But that's worst fight number 87 out of the way. And now the last fog fight. This one's a lot less scary. I'm gonna use an X-Ac. I might have to heal here, depending if I get hit like turn 1. This Hoot doesn't do much damage, but not Ночной покемон. Худ, да. Ночной покемон, сова, представитель второго поколения. Во втором поколении, именно в Сильвере и Silver Gold, ввели ночь, и Худ можно было поймать только ночью. Ночь, улица, фонарь, аптека. Ловлю я покемона для дорогого человека. It is a good evolution. Yeah. I have $20 from Yufina. Multi-time watcher, first-time donator. While I might not have the 152 to spare for my favorite Pokemon, Chikorita, there's a 10 Мастер с клеткой. Мне нравится даже не сколько разнообразие покемонов в этих играх, которые невероятные, но как же здорово проработано спрайты мастеров. Прям да. Кучу разнообразных спрайтов, все они очень... Там есть абсолютно бизарные ребята, очень смешные. Ну, это вот дает то ощущение от покемонов, которые все хотят увидеть, которые все хотят почувствовать. Такое приключенческое чувство, да, что мы реально в каком-то приключении, и нам бросают какой-то вызов. Какой-то необычный мир, в котором странные, причудливые люди. Это здорово. Такие маленькие детали, они составляют атмосферу этого мира покемонов. Именно так. Закупились Макс репелами. Нам уже игра позволяет использовать Макс репел, чтобы как можно больше шагов не попадаться на случайные встречи, да. Да, на случайные встречи. Очередной боец команды Галактика. Стоит у пещеры со странными фресками. Эти фрески — это фрески покемонов, которых нужно собрать, чтобы получить предмет, который разбудит легендарного покемона. Гаратин. That was better than my Guzzlord for sure. I didn't even hear your Guzzlord. Wait. Oh, you didn't hear it?
No. Yeah, what? Oh, this We might were be like an waiting on it. OBS issue because it's like filtering out my noise. It didn't happen. Don't lie to us. I'll do it Yeah. again, but if it, hopefully at least stream picks it up. I don't know. Ah! Oh, thank you. It cut out at Did you the hear that? end. Yeah, Yeah. I heard it that time. Okay. We also just hit $40,000 towards Halo 3 just to keep you Wow. updated. So we are only 120,000 away now. Nice. Absolutely amazing. I'm not So gonna we lie. are in the ruins now. For those who kind of missed out on the story stuff. Зашли в эту When Cynthia gave us the пещерку. super potion and we used it, she also gave us an ultra to give her Рассматриваем grandmother, which is всякие this lady right here. надписи. So this are talking about the legendary Pokemon that we are going to see later. И нам Broadly, рассказывают this will be the про first легенду этого battle региона. Cyrus. Cyrus is the big bad team. Про leader. легендарного покемона, которого мы увидим. And И про this fight легендарного and the покемона, next fight are которого мы actually увидим almost потом. exactly the same. This HP is actually so low that I'm going to have to heal here. Встречаем Сайруса. Сайрусу привет. Maybe we'll see if I get slash crit. Привет, Сайрус. We'll see. But I basically need to be at +1 speed Галактический because босс Sneasel Сайрус. and other Pokemon like Golbatter can be faster than me. I think it's just a Sneasel in this fight. Это тот самый маньячелло, которого мы встречали у озера, который очень странно смотрел на двух 10-летних детей. If this thing crits, we might hear another Guzzlord cry. Как обычно делают игроки в Smash Bros. Мгм. I mean, This is a little И risky. мы сражаемся с его покемонами. So this thing also has quick Очень attack, опасный файт. quick attack range, so go for Один it. удар This is и going for slash because it can guarantee slash. гроссплэш уйдет в труп. I mean, honestly, У нас every time I do die закалькулирован. in a speedrun, I just make the Guzzlord cry. Да, You только Мы- know, memorize it. сейчас не получить отравление от Голбота. Internalized Guzzlord sounds. И That's right. Your все в порядке. Guzzlord cries like 100 miles away. But his HP is actually amazing, so I'm going to potion after this fight. Bubble And that's going to Beam. give me good torrent for the next fight, which is very important to have torrent for because Royval is going to lead with a Staraptor that spams double team, and every turn Ну, you в give общем-то, it, мы очень gives it сильные. more evasion, which is very scary. And we have a bunch of cutscenes here, and then I'm going to teach Surf, and we're going to start shredding through everything. But until then, we can do a few more donations as well. Okay. Бабушка дает нам Хайден Машин 3. Это серф. Серф позволяет нам плавать по воде. Серф также одна из сильнейших атак водяного типа. В парных боях она наносит урон обоим покемонам, потому что уровень воды поднимается и покемоны начинают тонуть. Используем максимум репел и изучаем сурф на нашего главного покемона, потому что мы будем использовать эту атаку в бою. Super broken, helps us out in all the double battles, and this is where Penguin starts to excel. I'm also going to be using a PP up on it, just to make sure that I have enough surfs to get through a few sections, and it's also really fast to pick it up. So. Также используем PP-up, чтобы увеличить количество атак. И летим в один из первых городов. Лети, лепесток. Через зап на восток. Movement trick here. So I didn't really explain this, but I've done it a couple times this run where because we know how spinner cycles work, it's every 16 frames I have a chance to turn, we can actually manipulate that by doing certain movement paths that allow us to basically have a chance to have a guaranteed перемещаемся по воде, потому что так быстрее и безопаснее. По-другому никак, и по-другому никак. Оп, пропускаем бой с рыбаком. There's a couple more I'll also be doing throughout the run. It just is a nice little time save, so you don't have to wait for spinning, and you can just go. I'm glad we were able to avoid that. Это безумный профессор команды Галактика. If you do the slower way, but the slower way doesn't have a spinner pass, which is nice, but you have to do an extra surf. Снова встречаем Райвела, нашего противника загадочного.
который говорит, что перед этим джимом я хочу с тобой сразиться. Все-таки я опять прогрессирую, я тоже прогрессирую, я тоже не стою на месте. Давай попробуем. Да, у него птичка прокачалась. Да, Старый он раптор. Да, раптор. Он превратился в раптора. Но мы успешно топим птицу. Звучит как класс из старых Shin Megami и Тенсей игр. Раптор. Жукес, которого мы уже встречали, боевой жучара. Но он тоже утонул. Сейчас будут все тонуть просто бесконечно. Это очень эффективно. Главный покемон эволюционировал на 38-м. Все дерево. Стал такой черепахой, на которой есть земля. Рапидаш, понятное дело, Панита эволюционировала уже в Рапидаш, но огненный тип вообще очень быстро тонет. Там про это приводят аналогию атак покемона, то есть говорят, мол, это почти водяной огнемет, Да, почти который еще по всем врагам бьет. Разом. О чем я и говорил. Раннер отключил анимации атак, но мы бы увидели, как экран затапливается полностью. И покемоны, которые под это попали, тонут. Решили прокатиться на катере. Разводные мосты. We just talk to him and then leave him out to dry. He'll give us strength, and then we're good. Нас доставили в гористую местность. И дамочка в шляпе дает нам хайден машин, который позволяет нам толкать камни. Это, в общем-то, все, что нам нужно было здесь, поэтому мы перемещаемся назад. Перемещаемся назад и идем в джим. В джим толкателей камней. Какой-то сизифов труд получается. Стиликс — это, если для кого-то удивительно, это форма, это оникс эволюционировавший, которую можно получить только с помощью обмена. Очень крутая форма оникса. Агрессивные черты. Так. Отлично. Оп, переместились на лифте на этаж ниже, потом на этаж выше, потом опять на этаж ниже. Суть этого джима заключается в том, чтобы правильно переместиться на лифтах, пройти просто лабиринт. How different they are, even though they're on the same system. Maybe so we can talk about that for a bit. Okay. So, Gen 4, I kind of briefly Слава богу, что местные покемоны в этом джиме очень хорошо тонут. А низкое здоровье как-то влияет на нашу производительность? Конечно, включается пассивная способность торрент, которая увеличивает шанс критического удара и увеличивает урон. Ну, поэтому да, бьем больнее. Я помню, мы ее брали, но вот, не был уверен, что мы ее используем. Нет, торрент он изначально есть у покемона водного типа. Ну, это пассивная способность, так сказать, врожденная способность водного покемона.
Поэтому мы особо и не хилимся. Да, здесь и не нужно. Да, на на нас так всем бафает, что мы ваншотим врагов. It And yeah, is- super long, tedious process. You have to reset to get the optimal DS, find the perfect MAC address for the optimal manip. Очередной стиликс. Just keep You buying at DSs home until you get a good one. Could have the fastest DS in the world. Выглядит он, конечно, злобно. Exactly. Но угрозы не представляет. Да. Травяным узлом мы его бьем. And do I have $486 from Sevilla? Pokemon Train, a perfect chance to donate to this amazing Бережем cause. бережем курфы, потому что их количество ограничено. Их всего вроде 5 штук. Или 10. Нашего-то как так, что он вообще всех ваншотает? Да, в общем-то, довольно просто. Он очень больно бьет. И враги уязвимы к атакам. Ну, в общем-то, основной покемон, он прокачан сильнее всего. В общем-то, все так играют в покемонов. Берут какого-нибудь покемона, который им нравится, и закачивают его по полной программе. И в данном случае у нас идеально прокачан покемон для того, чтобы выносить всех. Тут все очень точно закалькулировано. Да, все просчитано. Thank you and good choice. A good Pokemon. I have $100 from Madoka, having a great time watching the run so far, wishing Etchy the best of luck on the Platinum run. Go Grow Splash! Grow Splash. Grow Splash! I have $175 from Storm427. Always hyped to see Pokemon runs since it's my favorite game series. Тут спрашивают про другие пассивные способности. У травяных типов это Overgrow, который позволяет, который увеличивает, в общем-то, атаку у травяных типов, силу атаки, когда ХП ниже 50. И у огненных покемонов это... Ой... Не помню, как он называется. Это пассивка огненного типа. А что он дает? То же самое, увеличивает атаку огненных атак, ну, увеличивает силу огненных атак. Blaze, да. Blaze. В принципе, пассивки у всех одинаково, ну, получается, работают, да, только что они увеличивают именно с атаку своего типа. Это характерно только для стартовых покемонов. Бастайдон. Бастайдон. Или Бэшчендан. Вот непонятно. И мы получили очередной бэдж от Байрона, джим-лидера. Я уже сбился, какой-то 6-й бэдж? Шестой. Осталось еще 2. С 6-м джимом мы можем... Нам позволяют уже управлять покемонами до 70 уровня без дебафов. Есть такой интересный дебаф, если мы в трейде получаем покемона, которым не можем управлять, он будет действовать по своему предусмотрению и не слушать тренинг. Капризничать, короче. Да, будет капризничать. That was in his contract, so that is correct. I hear if we hit 900,000 though, we do a group Guzzlord cry. Look, I'm here for that. I'm absolutely here for that. Заходим в библиотеку, где нас ждут старые знакомые, Рой и профессор Рован. Какая удачная встреча.
they're talking about, but they're talking about something. They're watching TV. Yeah, the lakes, and then all of a sudden, like, spoiler alert, the Кстати, по этому телевизору, если выступать на Pokemon, на фэшн-шоу покемонами, можно посмотреть потом свои выступления. Там будут рассказывать, насколько ты крутой. Или не крутой. Doom. Опять что-то рвануло. Yes. Бомбануло. Как результат, поезд сделал бум. Team Galactic really just wanted to get like some shiny Magikarps, so and they were very frustrated. Взрыв был на речке. So they just bombed the lake. Да, они, видимо, пытались выловить шайни Маджикарпа с помощью оглушения рыб. Мы это не одобряем. Да, глушит рыбу. Браконьеры. They also bombed the Great Marsh. We kind of glossed over it because of technical difficulty stuff, but that's what was happening after we beat Wake earlier. Так что нельзя сказать, что они лучше команды R, потому что методы такие же. Но они не лучше команды R, ну и не хуже. Они другая команда. Другая команда. Команда R, вот, например, с помощью вируса, который мы тоже подхватили, пытается выращивать суперкрутых покемонов. А вирус на самом деле очень заразный. Все, кто в пати, будут через день получать этот вирус. То есть, и чтобы от него вылечиться, надо ждать 4 дня, чтобы получить иммунитет к этому вирусу. Получается, раннер хуже команды R. Выводит супер покемонов. Да, выводит себе супер покемона. Ну, едем вдоль озера к речке. А, не к речке. Или к реке. Да, к реке. Но останавливаемся на ночь, подлечиться. Let's just name all the Pokemon then. We can do it. I don't know the Pokerap. И вот выброшенные взрывом Маджикарпы лежат, сплэшатся. Yeah. Smart. So here's all the Magikarps that Swift was referring to. Oh, hold on. Pretty I good found spinner the passes. lyrics. Protect the Okay, world perfect. from devastation. Unite all No. people within our... What? I thought they wanted to continue the whole thing or just... Спрашивают про мету с PvP сражений. Я не знаю за текущую мету, я не играл в текущее PvP сражение. Раньше самая сбалансированная команда была самой сильной на самом деле. Ну, то есть до того, как можно было тренировать покемонов, кроме того, как сражения друг с другом, мета, где ты имеешь покемоны разного типа, побеждала. Потом там уже появились в XY появились способности, да, по-моему, даже не в XY, да, в XY появились способности тренировать покемона там с грушей, там стрелять, увеличивая его силу, метать там в ворота мечи, чтобы точность увеличивать, короче. Там уже все зависело от того, сколько времени потратил человек на тренировку. Oh, thanks. Shen, you're being called out, by the way. I think you forgot the Guzzlord cry at the end. Там же еще мегаэволюция появилась, и мегаэволюция очень меняет мету на самом деле. His hair, yeah. It's like a moldy croissant. Но сейчас я в мете не понимаю. Перемещаемся в один из стартовых городов. К маме домой. Я так понял, с последними частями они ударили по соревновательной части. Ну как ударили? Они сделали ее более глубокой, да, но в то же время, например, мне уже было неинтересно в соревновательной части играть из-за этого. Возвращаемся к озеру, где мы изначально хотели увидеть красного Гирадоса, и нас уже там ждет команда Галактик.
that we have a fight like Да, this? они уже на подходе. Kiddymon, no! Get him Что-то over не there. повезло. The Vidu. Ой, не тот покемон вылез. Oh no, he Да. just got. Oh, Бедняжка well, Бидов. Glamio took care of it. Wow. I believe Vidu would have They're survived just fainting. that, It's sir. fine. But we bring them back later to faint again later. What do you mean? I This just- was Но not the contract. даже если Битов вырубился, все равно это не мешает нам победить. Получаем мист, новую атаку, но она нам не нужна. You can get an Eevee in Hearthome and then evolve it to Vaporeon. Броди Ли выступает следующим покемоном, который будет сражаться с нами в паре. Броди Ли второго уровня, он многое здесь не сделает, Yeah, the moves that are partner Pokemon here doesn't matter. но должен стоять второй покемон, раз парная битва. Before they could even get anything going. Броди отлетел. Отлетел. Ого, а ситуация с донатами-то изменилась. Побеждает Deus Ex Human Revolution. Small win. Но Mankind Divided вообще не донатили, $190. А мне нравится Run Mankind Divided. Там в конце можно убить последнего босса, если закинуть до финальной катсцены, запрыгнуть туда через ОБ, поставить турель и зайти в катсцену, и турель убивает его прямо в катсцене. Да, пока они там разговаривают. Это прекрасно. И там еще клипы прикольные, вот со снайперской винтовкой, когда ты смотришь в стену и используешь дэш вот этот, и он тебя клипает. Да. Это выглядит... Ну, это, наверное, сильно проще, чем с этими с огнетушителями там ковыряться в стену. И выглядит прикольно. Однажды я случайно тоже клипнулся через стену, когда вырубал противника и оказался в лифту. Я помню, да. Но Mankind Divided сильно недооценена, мне кажется. Но она сильно недоделана, с другой стороны. Hey, it's your legally evolved Glamia. Хотелось бы больше геймплея. Ладно, не об этом. На самом деле, у нас тут напряженная борьба с командой Галактики. Напряженные ваншоты. Напряженные ваншоты, да. Главное, чтобы не нас. Чтобы мы, а не нас. Победили офицера, командира Марса. That would probably be way easier too, because fighting type. Exactly, yeah. Yeah, so this next А теперь им придется убраться с этого озера. teach Flash Cannon and Strength. Strength, we're actually going to use it a couple times in the run, but it is a physical move, so it's not as useful. And then Flash Cannon is extremely good. Oh, Flash Cannon, let's go, dude. Flash Cannon. Учим Флэш Кэннон атаку. Jen, you want to explain Flash Cannon? Yeah, it's just a really strong special steel move. So I think it's 80 power. Yeah, I 80 think power. so. And does it lowers speed death at 10%, right? So kind of like psychic. Yeah, something like that. Yeah. I don't know if that ever I don't comes know if into it's 10 or play, 20. but Nah, everything just gets destroyed because choice specs. Забываем Брайан, учим силу, так сказать, с помощью которой будем двигать камушки. Воскрешаем с помощью найденных ревайвов одного из наших покемонов. Oh my god. Hopefully I can get it some levels later. Dude, I'm so happy to have Badoodle back in the party. That's Kittymon. Not That's pretty Badoodle. good though. I like Badoodle. Very cute. Have some very tight movement here. Whoa. I can only waste. Whoa. Okay, I'm just gonna bonk everywhere. But Опять входим в Коронет, в центральную гору. Двигаем камушек, который мы раньше не могли подвинуть и, соответственно, не могли пройти дальше. 248 Теперь у нас хидden машина есть. Можно двигать. Опускаемся глубоко, прям туман. Прям в Редкую туман. конфету возьмем. How could you say Редкая that? конфетка всегда пригодится. I don't know. It's crazy. It was a 60% More fog. there. И выезжаем на вершину горы, в заснеженный регион. Снег во время битвы дает бонус к ледяным атакам.
This is the snow route, Route 216. There's a lot of deep snow in the area, which slows this down a lot to various different speeds depending on how deep the snow is. And we also can't run in deep snow, so Сражаемся со it's gonna смешным be a little динамиком. funky. You have to do some very specific movement for Tropius. the next battle. This Tropius doesn't die in one flash cannon. Непонятно, что делает тренер с тропическим покемоном в заснеженном регионе. Pretty normal fight. One thing that I looked into routing was Hyper Beam, because you can get Hyper Beam back in Veilstone, and it's a really powerful move, and it would one-shot this. But it's just barely not worth it. Like, I think you lose 15 seconds overall if you hit every Hyper Beam that saves a turn. Очень сложно идти, невозможно ехать по сугробам, потому что у нас нету лыж. А вот у тренера, которого мы только что видели, есть лыжи, он очень быстро там перемещался. She's trying to make it a regional variant. Нас догоняет кикбоксерша. Спрашивает, куда мы идем. Говорит, ты аккуратнее давай. Тут метель началась. Говорит, так что береги себя. This fight's terrifying. I do have the revive Bidoof, so if it does go badly, I'm okay. And I have the revival herb still too, which is really clutch. But basically, I don't want to get Thunder Wave. Please don't Thunder Wave me. Thunderbolt's good. Okay. Электробас тоже старенький покемон. Электробас, покемон первого поколения, электрический боец. Очень, кстати, опасный для нашего типа покемонов. Метель наносит тикающий урон постоянный. Магмар не очень опасный, тоже покемон первого поколения. Огненный, мы его водой заливаем. Ну, он лавиной. Лавиной, да, огненный он. Вышел из магмы. Да, это самая лока, которая нам нужна сейчас. Снега нигде нет, а здесь снега куча. Путешествие в Норильск. Персонажа буквально закапывает снегом. Такие сугробы. Дом так запорошило, что там почти дверей не видно. Эх, снегоступы сюда. Так выглядит типичная прогулка ребенка до школы в северных регионах. Как-то было у нас огромная метель, прям с сильным ветром. Я шел вдоль школы, обнаружил себя сдутым на где-то на метров 500 от того маршрута, по которому я должен был идти. Потому что я не видел, куда идти, видимости никакой. Вот это было приключение. Шел чисто по приборам, получается. И пришел неправильно, пришел не туда. The only downside is I don't have Torrent for Sea King, so it might not die. And if that happens, I have to just use Flash Cannon on a later fight, but not a big deal. Тоже Sea King с первого поколения. Что же он делает в снегу? Плавает. Плыви отсюда, Sea King. Снег не добивает Sea King'а, поэтому нам придется его утопить. Утопить рыбу, как это иронично. I don't understand. That sprite is definitely odd looking. That's creepy. Выходим из метели. Okay, now everyone who's seeking. Видим Роя, нашего закадычного врага. Он говорит, поднимайся ко мне, давай скорее. Ага. Хороший план, надежный, как швейцарские часы. Но нам придется обойти гору. Мы еще не имеем хайден машин, которые позволяют нам забираться в гору.
And the puzzle's really easy. Горы холодные, All как I'm gonna do- швейцарские горы. So it's actually really funny. О, Прямо в ледяной джим здесь пазл с лабиринтом, который... По льду нельзя ходить, и ты скользишь до ближайшего препятствия. да. And there's no spinner passing you. Нам надо использовать Down так pro, you literally have to just препятствия, YOLO чтобы spinner они and направили нас в don't ту же get сторону. hit. Правильно And you направлено. also Да. do 10 times more movement. It's pretty crazy. It's awful. И вот раннеры This демонстрируют is one of the good максимально improvements of Plat, is быстрое just решение этого simplified gym пазла. design. Mainland's gym is also much simpler as well. Казуально, конечно, тут We're много coming кататься on можно. Candace now. Разбирать все What do снежинки. you guys think? Risk it. Я так 1 января катался, там мокрый дождь Yeah, шел, so, все this fight is покрылось generally pretty safe. You глазурью, one-shot everything. The only issue is попа that болела, the конечно. Frostlass has an ability called Snow Особенно Veil, после Snow Cloak, one of the того, two. как я прокатился по лестнице. Берегите себя. XP. Да. Надевайте цепи на ноги. And it sends out a bomb of snow before it sends out Frostlass, which has an ability called Snow Warding, which triggers hail automatically. And because Пиво Frostlass has Snow слайм. Veil, in hail it is only Флэш-кэннон супер эффективен против ледяных покемонов, so there's some risk there if I miss it. It's not fatal if I поэтому miss it. мы с легкостью Problem is if I побеждаем miss and it does double to me, покемонов and I miss, and then it does double to me, этого джим-лидера. and it does double to me. Бома, That's Сноу. not too bad. Everything's fine. That's definitely what happens, yeah. Он, кстати, It's actually really травяной cool, тип. the monkey route. М. This doesn't have this problem because a bomb of snow is grass type, so it doesn't want to send it out against Infernape. So it actually sends it out last, so you don't have to deal with hail at all. It's Snow Veil. Makes up for the 40 fire blasts a little bit. Just a little bit. Pretty sure And in we're just gonna Diamond hit Pearl, this. by the way, she has a Medicham. Найс. She does. I made it. Cool. Not nice type. Там жесткая игра слов была. На айс. Get it? Типа Oh, no. лед. So yeah, I'm gonna go meet up with Получаем седьмой Royal now, бэдж. and we're going to run into some Team Galactic thugs. And И we're дальше going нас ждет to приключение с go take some stuff and командой free some legendary Галактики. Pokemon. So while we do those cutscenes, we can, Нужно их остановить. You can hear some banger music. Они уже почти пробудили легендарного I покемона. have a $52.90 anonymous donation that says, Etchy, best of luck on the rest of the run. A fitting finish to the penguin as we usher in the era of the bird. $52.90 for my boy 529 Excadrill. bird up. I have a $50 donation from Изучаем атаку, которая позволяет нам взбираться по горам. Это называется Rock Climb. Me and my friends used to love chanting Diglett dig, trio, trio, trio. Keep it up, guys. Но надо All догнать amazing нашего work. товарища. Let's hit this Мгм. one-hit crit cancer. Вместо пузырькового I have луча. a 55 donation Ну, from вау. Trey. $5 И это donation круто. Trey. Fives all around. Thank you so much. I have a $50 donation from JP. Hey GDQ, like many, I've sunk countless hundreds, if not thousands of hours into Pokemon since I was a kid, and I am loving the run by Etchy so far. Huge thanks to all the people that make this Говорят, incredible давайте run possible, and best of luck to all the отгрохаем winners. Let's hit the миллион 1 million. Мгм. на Thank you so донаты. much for your donation. Let's hit 1 Сейчас million. там We are only 838 тысяч. $162,000 Ну, away я from думаю, 1 million. до миллиона до конца рана, конечно, может, и не соберут, но к концу, и даже к следующим парам дней Да, могут вполне. Ну и, конечно, самый хайп — это самый конец ивента. Там будет просто многократно больше собрано. Конечно, там же ран по «Поймай их всех». Все как в Да. песне. Gotta catch 'em all. А какой там покемон? So Blue. come up here. Oh, Oh, good. Первое Блин. поколение. Oh, sure. I have 2728 from Creature. I'm out in dedication to my favorite mice, Sandshrew. Будем реально This run is собирать so fun to всех. watch. Good luck to you, and 140, looking forward to it, though. Let's go. сколько-то там, да. Let's go. Да, 140 So, сколько-то там. we need to get Вообще, into в первом Galactic поколении HQ here, which is 151 building in покемон. progress. We can't Да, have everyone that we 150. need. Естественно, мы все 151 не соберем, And that потому key что is нам actually in нельзя the получить warehouse, первых which we couldn't стартовых access before, вообще but Booker никак. has a way in there, so we're gonna go there first. Ну, кроме Ну, как трейдом. I kind of love how this может game быть. just
Ну, может быть, он с 2 консолей будет играть. Ну, если играть в консоли, то да. I'll never Why not? get it. Это действительно This is a будет big theme in качемол. Pokemon, and especially in this game, where they just give a lot of responsibility. В Pokémon Yellow можно собрать всех, потому что в Yellow Black and White 2 protagonist is like тебе дают Пикачу, и потом за количество пойманных покемонов еще дарят некоторые тренеры тех самых стартовых покемонов, то есть, значит, Чермандера, oh, that's been ruined. Бульбазавра и No, this Сквиртла. music's also good. What do you mean? See, this is my favorite section of the game because, one, you fight a bunch of galactic trainers, which have my favorite grunt music in all Pokemon. You fight. Мы сейчас находимся в штаб-квартире команды Галактики, где ждет боя злой Сайрус, глава всей этой организации. Ух, берегись, Сайрус. Глава организации. Мгм. So yeah, I normally use Surf here, but I have to use Flash Cannon because I had to use an extra one earlier. Spinner passes are the same in Gen 5, right? In terms of like mechanics? I think so. Because you do the same tricks, right? Uh-huh. Yeah, yeah. Здесь тоже небольшой лабиринт. A lot of similarities. Ой, и Эчи попадается на энкаунтер, на который не нужно было попадаться. И это +1 ход. I messed it up. Время- Раннер говорит, что он спокойно пробежит, тут и ошибается. I thought И that сразу was же it. ошибается. So this extra experience and Я смотрел, когда он ставил Personal Best недавно, и он тут же попался, то есть в этом же месте. This can matter. Funnily enough, this is enough. Головоломка этого штаб-квартиры заключается в том, чтобы встать в правильные телепорты и переместиться в нужное место. Potentially, depending on when I wear candy later. so So let's just say I it did that on will purpose. improve it. Definitely will. I think it depends if I remember to candy earlier. I don't know if I'll get enough EXP to do that. Пробегаем мимо. Мгм. Пробегаем мимо профессора. This guy is normally a mandatory trainer. You can just run around him. It's fine. Jump on the chairs, go through the table. No big deal. He's Получаем blind. галактический ключ, чтобы открыть дверь. Эти Очень близко он лежит к самой двери. Никогда кто-то такого говорит, не бывает. Climb across the Да. floor. He has to tell his boss. Yeah, Но везде есть растяпы, которые теряют ключи. Команда растяп, получается. Ну нет, почему? Достаточно одного человека. his boss И вот told him to wipe штаб-квартира. off the chairs too. You got footprints on them. Все, с помощью того же самого ключа мы проходим внутрь штаб-квартиры. So here I'm gonna do another fun little trick. This is a double trainer battle normally, but one of them is a spinner. And instead of fighting the one that isn't a spinner and doing multiple spinner passes, if we actually let this guy walk all the way out to me, I can run behind him and dodge the other trainer, and she just won't see me. Pretty cool. Надеемся, что Голбот нас не отравит. Да. Ну, он не отравит, потому что мы его физически не бьем, мы его топим, поэтому невозможно об него отравиться. Вот если бы мы его касались, то тогда да. Вот, например, той атакой, которая клевок. Yeah, they have one Pokemon, so you kind of just go like, yeah, it doesn't even really matter if I hit them. Yeah, it doesn't feel as bad for sure. Yeah. Especially like later game optionals. It sucks to fight them early on. Where it takes multiple hits to knock out a Pokemon. Mm-hmm. But Surf Choice Specs or Flash Cannon Переключаемся, really good. прыгаем в различные порталы. Встречаем старого друга детектива, здесь какое-то происходит сборище, какое-то Собрание, да. парад, не парад, это построение. Выходит глава организации Сайрус читать всем о том, что они преуспели и поймали 2 покемонов, которые нужны для пробуждения главного легендарного покемона Гаратину. И теперь все готово и пора начинать. Скоро команда Галактика захватит регион.
Ну, вскрыли планы зловещего Сайруса. Да. И теперь нужно ему помешать. Вот все, хост исполнила контрактные обязательства. Используем кровать, чтобы поспать и вылечить покемонов. I actually haven't heard that theme, but it was good. I love that theme so much. That's so cute. Love the Mimic You song. Oh, I have Обязательные файты. It's good. I'm gonna have Your to turn, Google Swift. it. It's your turn to do it then. It's in Japanese. I can't. I'm gonna butcher it. Wow. И двойной So I файт. usually take the bed heal here Да. again to revive my party to take this as С well, двух then рук my party кидаем should go for покеболы. С faster двух to do рук, this да. as well Оба. than it is to fight them as singles. Нам даже было бы достаточно одного покемона, потому что мы используем сурф, который утопит обоих покемонов. Just resting. He'll be fine, guys. Kittymon, we revive again later to die again later, but it's okay. Wow. Но также есть минус сурфа, он топит и своего, который не умеет плавать. All right, I have $1,000 from Clever Endeavor Games. They say cancer has touched every one of our lives in some way or another. Поэтому приходится использовать Броудили Organization that works on early cancer detection второго and уровня, focus on prevention. Thank you so much for your work. который также может утонуть. I have $301 from Dan. We lost our cat to cancer a few months ago. Like Delcatty, she loved to sleep wherever she liked, so here's $301 for Delcatty's Pokedex number. My donation is obviously going towards Save the И Cat. да, вот Броудили тонет. Delcatty's a good choice too. I like It's a Delcatty good a lot. choice. Delcatty. Even though it like is a monster in Gen 3 and I guess Gen 6 or speedruns. Мы используем серф. I don't like Delcatty. It's annoying. Ну, серфом будем сейчас использовать постоянно. Я говорил, что это одна из мощнейших атак водяных. Есть еще более мощная гидропамп, This is where I draw the line. которую мы могли наблюдать очень часто в Pokemon Sword. Oh yeah, looks like we reached the Electabuzz card. А, Чарли не серфят. 841,000. You were going for anime Electabuzz. Птица хотела бы улететь, да, от воды, но крылышки еще коротковаты, и перья успевают намокнуть, и они тонут. Повезло, что там не 5 человек в комментаторской будке покемонов. It is true. It does Это sound сейчас like они it. смеются. Вот если бы их было больше, Mispronouncing thing. тогда бы вообще ничего понятно не было. Anyway, this is the worst fight in the run. Они это любят. А может, кстати, на последних покемонах будет Вся в конце команда. ивента, да, соберутся Это все. не последняя игра ивента, поэтому я не думаю. Вот, на бонус-гейм соберутся все, я думаю. Галактический босс Сайрус запускает своего снизеля. Его атаки не очень эффективны, а наши А наше утопление? ваншотает. Ничего нового. Alright, so we want to really not see supersonic, and then we don't want to hurt ourselves. And we didn't get sleep. Вот Кробот очень опасный файт. Если мы его не утопим с первого раза, то он может нас флашить постоянно и убить. Hey. А нам очень повезло. Ну, нам повезло. Пунчкроу. Exactly. Although, Последний the thing is, like, покемон you get Сайруса. happiness in Pokemon just by Такая элегантная leveling птичка up. с So шапкой. it's possible В такой they just шапочке, get a bunch of значит. battles and that's it. Я бы хотел сказать, что в шапке стоит перо, но с шапкой из перьев. True. Отличный бой. So here, Cyrus actually gives us a map. Сайрус говорит, что слишком поздно, When to play later. я уже пробудил, но And вот тебе he Мастербол. talks about how his Мастербол — это такой покебол, который дает стопроцентный шанс поймать покемона. Любого, вообще любого. because he's already done what he needs to do. Мастербол появился во втором поколении. Nicole has some donations. Даже в мультике была арка с Мастерболом, в котором сидел Мьюту. $1,500. Wow. They say I've had a whole team of favorite Pokemon. Here's the sum of my top 5, and now a red hot riddle for you.
knowing that 2 of these Pokemon are evolutions, 3 are from Gen 2, and 2 are ice Pokemon from Gen 4 that are added to Безумный доктор, Pokemon. безумный профессор говорит. Pokemon. Guessing just one right, Поздно, and I'll мы pick уже this все number of пробудили. whatever Pokemon Офицер I choose on Сатурн my team. говорит, командор Сатурн говорит, ты нам не помешаешь, давай сразимся. Ну, нам что? Действительно. У нас есть суп. From evolutions from Gen 2 to our ice Pokemon with Gen 4, they're added evolutions to existing Pokemon. Surfing Like bird. Weavile. Yeah, Weavile, Glaceon, it's gotta be right? Oh yeah, Glaceon did get added. I forgot about that. Glaceon's a good one. Glaceon is a good one. I can't think of any others that got added that are ice. Не топи, подумай. The only two I can think It could be of. Mamoswine too. I did forget about Mamoswine yeah, as man. well. Funny. I'd be willing to risk Frostlass because that is just a good Pokemon. Frostlass is very True. cool. That's just a cool Pokemon. There are a lot of added ice type evolutions, huh? I did not realize that. Ну, Deus Ex первый побеждает. опять. Ну, там небольшой отрыв, поэтому... А еще примерно час рано. Поэтому все может измениться. Напряженно, напряженно. Exactly. They're really helping Well, us out here. They did also specify that 2 are evolutions and 2 are ice Pokemon that were added evolutions. Такая безумная лаборатория с какими-то странными штуками. So Glaceon could be just fitting both criteria. Good. Oh, it's tricky. I love the ominous music as we figure this out too. The previous This room. is very serious, very important. Дальше мы летим к концу истории про пробуждение легендарных покемонов. We're gonna go back to Mount Coronet. And I'm gonna do some movement, and while I do this, I'm gonna think about evolutions and which one's the best. Because it's definitely Flareon. Flareon's really good. I feel like most people like either Espeon or Umbreon as one of their top 2. Ждем, пока мужичок отвернется. Используем воскрешение на бейдофе. Используем максимум репел, чтобы не было случайных встреч с покемонами. И плывем. Плывем. И взбираемся еще и по горе в локацию, где пробудился покемон. Вот все как в Metroidvania, мы не можем туда попасть, пока не получим все нужные апгрейды нашего покемона. Догоняет нас старый знакомый детектив, говорит быть аккуратным, непонятно, что нас ждет дальше, но нам нужно остановить команду Галактику. Он нам дал черную флейту. И попросил... Может быть, наиграем. Обычно флейты использовались для того, чтобы пробудить Снорлакса, но не в этот раз. Кончился репел, он чуть не попался. Такой рискованный мув был. That was a risky tile. Actually, no, that one was fine. I went the long way. There's one waterfall. That's not the one we're gonna swag on. So пропускаем битвы. How are we doing on total donations? Yeah, we are at $842,982. $87. Simon. Very good, very good. I see some swag waterfalls in our future then. Remember 850,000 for the first one. I've still not seen a swag waterfall. This is news to me when we were talking about this yesterday. Находим макс эликсир. Эликсир увеличивает количество, лечит нас. Поэтому это очень модная штука. Получаем
Деремся с обязательным врагом, которого не пропустить. Он стоит на страже и смотрит всегда вперед, он не отвлекается ни на что. There's like a 2-second delay if they see you before they actually talk to you, and just cutting that out as much as you can. I'm really annoyed because the first half of Mount Coronet was basically perfect, and then that happened. You're just trying to dodge the rock. We can just ignore it. Yeah, let's just pretend that didn't happen. It's all good. I also have to manage my PP count here for Surf because I need it for the double battles, and I don't get a full heal till after them. So I'm using Flash Cannon on the next few fights here. Gonna get another rare candy, and I'm going to pop those as soon as I hit level 52 because I need to be level 54 for the Mars and Jupiter double battle. Gonna take place pretty soon here. You really become a surf machine with this Pokemon at this point. It's crazy. You're just slapping moves on it. You don't even need. Уже почти 3 часа рано. And kind of comparing to the Chimchar route too, like. Но тут осталось, получается, закончить эту арку, победить еще одного джим-лидера и выйти на турнир. Пройти по дороге победителей и выйти на турнир. Да, как-то я шел по дороге победителей и сделал не тот сейф. У меня потерялась половина прогресса. Ой, очень плохо. Another trainer battle here and then some cutscene stuff so we can do quite a few more donations. All right, I have 15. Еще один обязательный файт. My friends and I hear that you're a Pokemon pronunciation expert. My friends are debating over how Glalie is pronounced. What's the correct pronunciation of Glalie? I'll donate another $15 regardless of the answer. I just want this debate to end. Wait, which Pokemon? Give me one sec, I'm deafening on Discord. Spell it out to me. It's the evolution of Snorunt. Glalie. I could have said it completely wrong. Oh, it's Gilly. В донатах постоянно шутят про произношение покемонов, и раннер с комментаторами пытаются из кастом пытаются понять, какое правильное произношение этих покемонов. Ну, кстати, не уверен, что в произношении имен покемонов закладывался какой-то звуковой смысл. Не, ну почему? Мог закладываться. Так, изначально-то игры все без озвучки. Ну да. Ну, в конце концов, английские названия — это довольно вольная импровизация. Вольная японская, I thought it was Ferrothorn. Most people think it is Ferrothorn, but... И нашли мы разрушенный дворец, где будет пробужден легендарный покемон Гиратина. Очередной парный файт. Очередная смерть для Китимун, для нашего Бидофа, потому что он тоже утонет. Yeah, poor Kittymon. The optimal optional, as we call it. Totally, yeah. Luke's gonna survive this time, right? Yeah, I think so. We have one concern, and it's Bidoof. Yeah, I'm pretty sure that did 8,000% HP. Все в порядке. Мы справимся. It just needs like a focus hash, and then we'll be fine. Or endure. That'd be really funny if you had endure. That'd be great. You'd have to get like 14 levels though. Сурф сметает покемонов. Все на своем пути, на самом деле. Team Galactic section of the game is actually pretty long. The first part's going to be a double battle with Jupiter and Mars. So they want to slow us down, stop us. I will save before it. It's extremely unlikely that something bad happens, which means it's Наша любимая секция с сохранением. Marathon run. But people are freaking out about Ferrothorn again. Встречаем всех офицеров офицеров команды Галактика, Юпитер и Сатурн.
we get to see him again. Вау. He has a lot of weird Pokemon like level И 4, наш закадычный враг помогает нам с ними справиться and в because парном of Surf, we файте. just murder his entire team along with our opponents. I would feel very bad if I was Royval in this situation. I thought all 'Cause Pokemon everything were he said good. just immediately died. Очень жаль, что придется немножко подтопить покемона нашего друга. Oh boy. Let the real trainers handle this. А Thank you. тем временем Deus Ex отрывается. Похоже, у нас будет первый Deus There's Ex. also a lot of variance that can happen with this fight depending on who he sends out. На $200 ушел вперед. $200. Но $200 это не те донаты на этом марафоне, поэтому мы будем надеяться, что будет все-таки Human Revolution. В общем-то, мы смиримся с обычным Deus Ex. Сядет Ну, в журу, правда, не спал, бедняга. Да, что поделать. Rapid Dash утонул, ну, с этим ничего не поделать, потому что водные атаки очень эффективны против него. Водные атаки эффективны, если вы хотите насытить ваш организм водой. Вот раннер тоже водичку пьет. Кстати, кто долго сидит с самого начала, тоже не забудьте попить водичку. Спрашивают, в чем смысл спидранить покемонов, если по большей части все зависит от удачи. На самом деле, да. Самое клевое в этих играх это, так сказать, взять в руки свою судьбу. Показать удачу, кто здесь главный. И мы так манипулируем судьбой главного героя, что можно только победить. Даже Нострадамус нам завидует. Да. Ванга рядом не стояла с манипуляцией судьбы, которую проводит раннеры на покемон. Да. Так издеваемся над консольным календарем, что будто составляем гороскоп, который при этом еще и работает. Yeah, there's some weird trainers that like change abilities throughout the game. A really funny one is in the XY run. There's a Pyro that changes abilities 3 times. Ну и тем более раннеры игры, они очень много математических расчетов провели, чтобы все рандомные происшествия в игре просчитать, знать их шансы и знать, как ими манипулировать. Ого, вот это графон, конечно. Да. Пол 3D во все щи. It's like the overlord of time and space and the continuum or something. Something, yeah. Really long. It's literally like almost a second of time save. It's kind of crazy how long the extra text is. These overworld sprites are so cool though. They are. They're really good. And then we're gonna see the legendary spirit Pokemon or lake spirits that we. План Сайруса сработал. И мы видим реверсивную Фудияму, которая была добавлена только в Platinum, в отличие от Diamond и Pearl, ее не было. Это очень интересный, захватывающий экспириенс. Сейчас нас будет ждать полностью 3D-локация с лабиринтом. Oh my god, the big brain Pokemon's literally called the being of knowledge. I didn't realize. Also, yeah, inverted top and bottom of screen. I'm really interested in what's going on in the top, though. It's great. Is that the yeah, so we're gonna see. We're gonna fight Cyrus and wait. Оп. What is happening? My game broken? И вот вылазит тот самый Гаритина. Говорит вам всем. Зачем вы меня разбудили? Я вас уничтожу. Я вас переиграю.
Они шутят, мол, сделали вид. Мол, не знаю, что происходит. Выключил раннер, выключил веб-камеру. Открылся портал в реактивную Фуджияму. И покемон, который открыл, говорит, идите за мной, я вам помогу. So it just goes like fades to black when I do that, right? I could have just covered the webcam, I guess, but I realized when I did that, I only have green screen behind it. Oh, poor tech check. So it probably was not as effective, but apologies to GDQ production. Нам просто придется нырнуть в портал, чтобы помешать планам Сайруса. И вот она, 3D-локация, где будет переворачиваться мир, где будут крутиться, как кубик Рубика, острова, по которым мы ходим. Это такой своеобразный лабиринт. Своеобразный лабиринт, где нужно правильно столкнуть камушки, чтобы их использовать потом... Правильно столкнуть камушки, чтобы покемоны нам помогли добраться до гиротины и помешать Сайрусу. This is not the 3DS, but this is the DS. You can see all the platforms that we're going to get on later right below us. It's really cool. There's a lot of... Вот появляется покемон, который говорит, я вам помогу, только дойдите до меня. Очень крутой уровень. Да. Он был добавлен только вот в Pokémon Platinum, в предыдущих версиях их не было. Такие ездящие платформы, переворачивающиеся платформы. Пространство изменено. I'm not sure if this is how walking works. I don't know, I see it all the time. Да, кстати, все, кто любит покемонов, не забывайте, что у нас еще в последний день ивента будут Покемон Блю. В категории Кача, мол, будем ловить всех покемонов, которых можем поймать. Да, будем ловить всех покемонов. Okay, thanks. That's what you meant. Gotcha. Okay. Yeah, sorry for doubting you. I shouldn't have, should have done that. Trust me, man. We're just really lucky. О, появляющиеся и исчезающиеся платформы. Мы встретили Сайруса, который немножко confusion с тем, что происходит. Он сам не знал об этом. Говорит, такой довольно bizarный мир. Не понимать, что происходит. Да, такое-то приварпало. Ну, Сайрус сам виноват. Игрался с материями, которые ему неведомы. И все испортил, все сломал. С покемонами, антиматериями, ага. Поломал мир. There you go. Yeah, just go all the way there just to say yes, to learn the truth. Yeah, during this section, for those who haven't played this game before. Вот та самая секция, где надо скидывать камни, но в отличие от старых... I don't know why they want that. I have not found the answer through Googling or otherwise, but... Тех самых старых покемонов, где непонятно было, куда скидывать камни, здесь покемон указывает, в какую дыру надо сбросить, а потом еще нужно в правильную дырку положить, чтобы покемоны были счастливы. Положим в правильную дырку. О, сбросили камушек. И последний, третий камушек нужно сбросить. Раннер запнулся. Случайно поехал вниз на лифте.
Здесь такой лабиринт с появляющимися и исчезающимися элементами. Нужно правильно и вовремя пройти мимо. Раннер знает оптимальный путь. Поэтому для него это не составляет большого труда. Опа, невидимые платформы. Все как мы любим, все как в Is Мегамене. that not what I'm hearing? No, I think that's just Firo. Oh, okay. Your character I is think really that's just your YOLOing. imagination. These jumps off these ledges are so risky. Nебольшой пруд. Yeah, It's player very character like I doesn't don't know care. what happened. Like, what if you just miss the jump? What happens? Yeah, why is a child the one doing this? Like, Опять переворот мира. You set Okay, this that's- up. Уходим вверх тормашками. Yes. Плывем, но почему-то мир говорит, что на самом деле это настоящий водопад, и по нем нельзя, по нем можно нормально спуститься. То есть он как бы как будто бы вниз, но на самом деле вверх. Да, тут это не имеет значения. Да. Пространство потеряло свою силу в целом. Сайрус все сломал. How are we gonna get through this Nuzlocke? А нам все чинить, десятилетние девочки. Ну, нас ведет загадочный покемон. Мгм. Возможно, он шарит за то, как починить наше пространство и отправиться в свое временное мировое положение. Сбросили последний камень, и теперь нужно попасть вниз, чтобы каждому из покемонов, который нам подсказывал, отдать его камушек. Great job, Etchy and all. I have $5 from Not Blaine. I realized a little late that I need to confirm Раз. the riddle results. Glaceon И and покемон Froslass, счастлив. Froslass, I am doubting everything I know. Are both some of my favorites, so which Pokemon should I make my sixth? 2, и мы осчастливили еще одного Might have cut покемона. out during that part. Those are Может, both они choices. слепые, просто думают, что мы им еду кидаем. Может быть. Или они питаются камнями. All right. И это уже какой-то Жожо. Там был диозавр, Динозавр. который ел камни, чтобы прочистить желудок. Да. Опускаемся в самый низ. I love Brock. Если это можно назвать низом, потому что здесь пространства-то нет. Magnemite. I have $25 from Moshi. Pikachu is still my favorite after all these years, so here's $25 for number 25. Putting this donation towards Halo 3 because more GDQ is always Кажется, за последнее время 1010 собрали бачей. 45,617 total raised, Мгм. and we have 48,616 Активно ребята more, so раскошеливаются over на 60,000 Halo борьбу с раком. И раннюю диагностику. I could guide No, I you. think you want to do that. Очередная битва с галактическим боссом Сайрусом. Distortion world again. Он говорит, что спасибо, что разрулили этот лабиринт, дальше я сам. Я хочу завладеть миром, хочу Он завладеть... обнаглел. Ну, нам это вообще как бы по барабану, мы его просто утопим. Сейчас мы так мы ему мир отдадим. Да. Мгм. Мы только начали жить. Какой мир? О, Геродос. Да, Геродос очень опасен. Здоровенный такой красавец. Ух, бьет нас землетрясением. Землетрясением, да. Так вообще пугает вот это вот снижение здоровья. Оно еще так шкала медленно убывает. Причем, если это землетрясение, оно очень эффективно против водяных покемонов. И если она кританет, то это может быть и вырубленный покемон. Поэтому очень страшно. Классная музыка играет. Hunchcow? Мгм. I like the cow part. That's pretty good. Is it the bird or a cat? Is that Murkow? Раннер увеличивает скорость своего покемона, чтобы чтобы его покемон ходил быстрее.
А Зельда там 100% было до этого? And then the Cyrus, not too bad. Pretty Да. standard Cyrus. Ну, getting короткая, it, всего the store is really nice for later as well, in case we want to почти use it пару somewhere. часов. Или там Ah, меньше yes, даже. mobile. 100% без ООБ. И And also, поэтому там if you notice, I'm довольно... actually pretty high level now compared to other Pokemon. Надо было сделать все. I'm actually 10 levels higher than this Crobat. This game makes you Ну, feel рано so good меньше for 2 trainers, часов especially around вообще. this portion where you just start Да, я считаю, что... super overleveled. Да. In Diamond Pearl and in Monkey Route, you actually manipulate a Lucky Egg held item, which is an item that boosts the amount of EXP. Ну все, Сайрус расстроился и уходит. Говорит, ай, все, разбирайтесь сами. Я все бросаю. Синтия нас подхилила, что ли? Да, Синтия нас подхилила, а раннер надеется, что это будет шайни Герантина, то есть очень-очень-очень редкий легендарный покемон. Ну, ребята, давайте ваши предикшены. Как думаете, будет ли шайни Герантина? Мне кажется, что нет. Ну, это Мне кажется, вся удача раннера, она для этого момента шла. Может быть, кстати. Ребята в чате вообще душат. 1 к 8000. Я вам напомню, что у раннера болезнь, которая 1 к 21 тысячи. Ага. Угу. У покемона раннера, так что не надо. Ну да, это не шайни Герантина, поэтому... Очень жаль. Он мискликнул. Щит. Ну ничего страшного. Ну и ладно. Ну, вообще в ране не нужно ловить Герантину, поэтому он просто по привычке кликнул сбежать. Не у раннера болезнь, у покемона раннера болезнь, вирус, покевирус, который усиливает очень сильно покемона. And then Giratina stats has less special attack than Empoleon as well. So not super great. Эх, будь она шайни, это было бы легендарно. Да. Можно было бы вспоминать этот ран, рассказывать детям. Так куда детям? Внукам? Я шучу. Покемон плееров не бывает детей. Но внуки бывают. Да. Скипаем просто часть детей. Манипулируем судьбой, на самом деле, календарем, и переворачиваем календарь, и вместо детей появляются внуки. И снова 3 сентября. Угу. Literally like inches from your face as soon as you enter this lab. But he basically just asks how things are going and tells you to challenge Sunyshore, which is the last gym in the last town before the Elite Four. We're gonna do that, and because I didn't fight the Glameow spinner right before Pastoria City. Нам осталось получить последний бэдж, чтобы выйти на путь чемпиона, на победную дорогу, дорогу победителей. Какой там у нас тип врагов? Элитные четверки? У элитной четверки. Не, в последнем джиме. А в последнем джиме я не помню, если честно. Сейчас мы увидим. $26 from Meals. Thank you, Etchy and team, for an entertaining Pokemon Platinum run. Here's $26 for Raichu, who doesn't get enough. Непропускаемый тренер. So much for the donation. I have $8.30 from Mr. Lavale. $83 worth are... Ну, нам уже не страшны никакие тренера, на самом деле. Покемон довольно сильный уже. Sunyshore Gym получается.
О, там электрические ребята. Электрические ребята очень опасные для нас. Да. Но я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Да, все самое сложное оставляем напоследок, чтобы прийти уже достаточно сильными и раскидать всех. Oh, we nailed it. We nailed it. We could do a far-fetched like harmony, like someone goes like low and then we get like the middle, right? It was beautiful, all the same. It was good. I think we did it. I think we got it. I have a Here we have Встречаем Флина, который один из один из членов элитной четверки. То есть он такой силач, который проверяет себя в лиге. Говорит, что тебе осталось последний рывок, чтобы стать чемпионом. На элеваторе поднимаемся на гору. Встречаем с нашим товарищем. And I have $380 from Nature Drag. As is tradition with Pokemon games, here's a Dex donation for my favorite legendary, Radius. Looking forward to the Platinum run, and let's get the Dex donations going. Thank you so much, both of you. Good choice in favorite legendary. So this is very important and key part of the speedrun that I have to point out here. There's something strange in this town. Once I get past it, I'm going to slow down near it just so everyone can see it. But if you look at our right here, there's a Munchlax rock. It's a rock shaped like a Munchlax. That is apparently a natural formation rock according to my Google searching. No one knows why it exists. Прикольный пазл с шестеренками. There. Надо правильно повернуть шестереночки, чтобы прийти в нужное место. We'll see him again. We'll see him again, and he'll have fire type Pokemon this time, unlike Diamond Pearl. I still can't believe there's like 2 fire He does. Pokemon No. in Diamond and Pearl. Yeah, it's pretty. Шестеренки двигают уголки, famous по которым because можно there's, пройти. Very few fire Pokemon introduced in Gen 4. Very, very few. So there's just not that many that he had in that fight as well. So that's why when you do fight him, he uses a lot of older fire pokes. И не только уголки. I think he had a Lopiani. Oh, it took me a second to realize what you're referring to, and I hate it. Yeah, every time Pulse talks, I have to decode for like 3 seconds. Магнитон. Gears are really Да, Старый файтинг. добрый магнитон. Yeah. Like, okay, Магнитон из Магнимайта происходит, когда несколько Магнимайтов магнитятся друг к другу, они больше не могут жить раздельно. Like Google Translate except Pulse Edition. Probably have some time for donations here. Эти бои не пропускаются. Никак Придется мимо. со всеми. Никак мимо них не пройти. Гитарист Джерри. Колоритный персонаж. Так сказать, играть на электрогитаре. Definitely. I have $34 from Dr. Vincent. They say, if it makes you guys feel any better, I used to pronounce Quagsire as Costco. I don't know why. What? $34 for one of my favorite poison Pokemon, Nidoking. Hold on. I love it. I love it. We can't just not talk about this. Wait a minute. Yeah, no. I'm sorry. Yeah, it's Quagsire. Последний I think I джим. feel worse that they don't have a valid Последний explanation бэтч. for it. Yeah, I need, like, this I need needs more closure for this. I context. need like, oh, I saw it when I went to Costco or something, not just. There's no, Так, like, Quagsire membership. проходим Is мимо there a Пикачу. club I don't know about of I mean, Quagsire? there could be. Oh. You could start it. Пикачу хочет нас победить, но мы ему не даемся. Да, он смотрит туда-сюда, и мы проскакиваем. Крутим шестерни, и опять непропускаемый бой. If there I was don't a know how I did spinner Quagsire, passes while like thinking of that the entire time, but I did. So that's good. oh man.
So this is one of the fights that is really scary if you don't have Pokerus, because both this and the Raichu will outspeed you, and the Raichu is like light screen and dig, and it's just a massive time waster. Outside of like also having worse ranges because of not having Pokerus, but the speed is the big thing, and this is the gym where it definitely plays a part. I'm going to be facing Volkner pretty soon here. I think I have 2 more fights away. The next fight, I'm going to actually not use Surf, even though it's technically faster, because I want to save 2 Surfs for later. And then for Volkner, there's some interesting strat stuff when we get there, but we need a couple more donations now that the Costco moment has passed. Очередной гитарист, ну, теперь мы уже машины, нас ничто не остановит. Да, уже есть сильнейшие атаки Flash Cannon, есть Сурф. Нас уже не победить. Раннер просто летит на финишную прямую. Это рама. Да, но до финишной прямой еще далековато. И раннеру стоит поторопиться. Да, поторопись, там котлетки. Unlocking the bonus game of Halo 3. So if you want to see that and have more GDQ, go ahead and get your donations in for that. И очередной нескипаемый файт. Yeah, made a lot of progress during this run. С таким с тренером очень стильным. Good luck on the run, Etchy, and to all the runners for the rest of the marathon. Thank you so much, Pieman. I have $50 from K-Vips. My favorite Pokemon is a herd of 50 Bulbasaurs. Okay. Understandable. Yeah, it's very understandable. I have $10 from Luca. Thank you to everyone at GDQ for putting on such a fantastic event. Can't wait to watch one of my first Pokemon games get crushed completely. Thank you so much, Luca. And speaking of $10... Ну, ребят, долго сидим, большой ран, не забывайте водички пить. Да, пейте водичку, я надеюсь, вы успели покушать во время рана. I wonder why. What's the deal with Caterpie with you? I don't understand. I mean, do you really want me to tell the story? Because I'll do it. Yeah, Do it again. Do it, yeah. Классно дашь шестеренками. Alright, I'll give a quick version of it. So back in Pokemon X, I got a mystery. Вот тут пазлы очень сильные по сравнению с остальной игрой. Хотя вот в этом мистическом измерении было еще тоже очень сложно и непонятно. Но этот поинтереснее будет. На самом деле еще интересность в темноте, если не знать, куда идти. То есть там и заблудиться можно, и на файты нежелательные натыкаться. Сохранился раннер перед битвой, потому что все-таки покемоны электрического типа, которые могут нанести очень много урона. Okay, well, just to explain what just happened right there. Зря боится. The safe strat here is to use an Но мы его не судим. That way, if you Thunder Waves turn 1, you can just heal it off and then win the fight. But it's faster to just пухленький Райчу. Right? So I just went for it. If you do get paralyzed, it's okay as long as you hit the Jolteon. It is less okay if you do not hit the Jolteon, like if you stay paralyzed, because this Raichu actually doesn't do that much damage to you. It usually goes for Focus Blast, which 1 has low accuracy, and then 2 isn't. Luke's Ray. So it doesn't do that much damage. But it's still pretty safe even if you don't go for the X speed. But that's Volkner. That's how easy this electric type gym leader that should be super effective against you is. It's just the massive level advantage, even though Empoleon isn't like that fast of a Pokemon. Only Jolteon outspeeds. Спрашивают, можно ли ран с сохранениями. Да, можно. Ну, тут, конечно, он не совсем легитимный, потому что тут использовались сохранения, которые ранее расставил заранее до рана. На случай, если очень сложная манипуляция не получится, но все-таки манипуляцию надо нам показать. Поэтому в целом на DS разрешены сохранения, на геймбоях их обычно запрещают, потому что на Virtual консолях есть преимущество по сравнению с обычным геймбоем. Там можно
That's it. Whoa, Yep. spoiler. And also- различно ребутить консоли, там делать сейвы, Fun fact here. или Here, даже when you немножко do the отматывать charging team, картинку, it says но it's это electrifying как at бы the end. запрещено, In Diamond Pearl, for some reason, чтобы it не says давать it's оригинальные преимущества по сравнению с оригинальной консолью. because he's definitely the fire type Да, only here. но когда игра All my идет fire types уже, in Gen когда 4 are, like, легитимный ран hate происходит components. только на оригинальной консоли, как, Yeah. например, с DS, That's it. то сохраняться можно, потому что In Platinum. все-таки есть манипуляции и с временем, и без сохранения там вообще никак не справиться. Плюс это все-таки, не надо забывать, что это все-таки марафон, и на марафоне может что-то пойти не так, и хотелось бы все-таки досмотреть до конца 4-часовой ран, а не прервать его где-то в самом конце, потому что нужно висеть. Или где-то в самом начале. Просто увидеть, как раннеров нет с потока и консоль, да. Like, as time goes on. И начнут читать донаты в тишине. Капа. Теперь выучиваем водопад, потому что дальше нас ждет дорога победителей, а на дорогу победителей сделано специально так, чтобы игрок использовал все апгрейды. Все машины вот эти. Все хайден машин. Ну, все апгрейды, на самом деле, покемонов, чтобы пройти. Coming up here soon too. Coming up soon, so you want to get those donations in if you want to see it. If you've never seen it before, it's amazing. And this fight is very annoying. We can't actually. У нас проблема с этим файтом, потому что мы не можем закинуть его наши сильные обилки самые. Да, потому что дальше ждет очень напряженные файты, для которых эти обилки пригодятся. Ну и это водяные типы, поэтому серф он на них не очень работает. Ну да, но из-за того, что это водяной тим, там этот файт не сильно страшен, но он долгий, и это раздражает спидранера. And it also can paralyze, which is terrifying and annoying. Could just So let's see crit if we as get well, it. right? Could just crit. But yeah, strength doesn't one-shot this. Takedown's good. Alright, smooth fight. And then just a bunch of movement until I get into Victory Road. We can squeeze in more donations again. Элегантно отплываем этих пловцов. Чуть не попался на девочку, но ничего страшного. Все было рассчитано. I have $20 from Caldazar Voltaine. Have 2 Caternies, 1 for each leg. I have $10 from Knees. See these knees? I sure do. Оп, манипуляция с меню, чтобы повернувшийся враг продолжал смотреть туда, куда смотрел, и не повернулся назад. И вот водопад, по которому нужно забраться. И вот она, дорога победителей. Ребята, если вы сидели с нами все 3,5 часа, то вы одни из победителей. Это дорога для вас. Да, дорога победителей всегда примечательна тем, что это пещера, и в пещере случайные встречи могут произойти где угодно, не нужно наступать в траву, поэтому используется макс репел, чтобы избежать этих файтов. Popular meme here. How long it takes to defeat a Blissey. Forgot about this. Gonna stretch, maybe drink some coffee during this time. I don't have coffee. I mean, I could make some hot chocolate probably. You have time to make a hot chocolate. Oh yeah, I can't wait. It's cold here today. Oh, I got some coffee. That was good. That was a good break. Oh man. Получаем гидропамп, но раннер его не учит, потому что он ему не нужен. Это все-таки не Pokemon Sword, где гидропамп. Нужная атака. Yeah, I can't. I literally cannot, because all my moves are HMs, by the way, if you guys didn't realize. Our poor Piplup becomes our HM friend by the end of the run. It's just literally made to surf things. But yeah, so this fight, you need to use a physical attack on Blissey or it won't die. And you need to use Surf to kill these two, so you have no choice but to just unequip the choice specs. So you don't even need choice spec Surf to kill these, that's just how powerful you are now.
Yeah. And literally any physical move will just murder Blissey because that's just the way it's built. I'm so glad I went to grab coffee because I almost fell asleep during that whole HP going down process. So I forgot, and then someone in chat said it, but it's worse. Да, кстати, у покемона, главного покемона 4 Хайден машин сейчас применено, поэтому мы просто-напросто даже не можем выучить мувы, которые мы получаем по уровню. I'm actually gonna do this while I remember. I don't need the choice specs for this fight, but I desperately need it for the next fight, so I'm just gonna do it now because I do not want to screw that up. This fight I actually get through. I don't have any surfs right now, but instead I'm going to waterfall. I should have elixired as well there, but I'll do it after this. Сражаемся с покемоном саблезубый кабан? Which is really nice. Или это мама? There's a safety rare candy I could grab behind this trainer, but I shouldn't need it, especially with the extra EXP I got from the trainer earlier. У врага покемоны каменного типа, земляного типа, поэтому вот этот файт не опасный для раннера, но и ему нужно просто использовать водные атаки, и все будет в порядке. Like that's why Let's Go makes sense, because in Let's Go you actually see your Pokemon do the thing, right? Yeah, true. You see them push things, even though it's super annoying. But the Eevee without getting off your head, shoving a 5,000-pound boulder right in front of you. Покемон получает 60 уровень. Это то, сколько мне сейчас лет после этого рана. So I'm gonna do my max elixir here because I just really need the surfs. And I'm gonna pick up another max elixir. Небольшой пазл головоломка с камнями. Нужно подвинуть камушек, разбить камушек и еще раз его подвинуть, чтобы пройти дальше. Тут много препятствий на Victory Road. Дорога победителей. Very cool. I have $10 from Meals. Catterneys, 1010 story. Keep up the great run. Thank you, Meals. I have $100 from Nakarashi. Here we are, $10 for Catterneys. Wait, $10 times 10 for that good story. Thank you so much. We also, it's worth mentioning that we did hit 850,000. We are now at 851,408. Туртера, тот самый стартовый покемон, которого мы уже видели несколько раз. Мы могли вместо этого водного покемона у нас мог быть этот покемон, но для раны это невыгодно. Incentive soon, so if you want to have a preference on which one gets played, then your chance is still here. I have $500 from Charbunny. I don't know what a swag waterfall is, but Спускаемся по горе с помощью Хайден машин. И следующее непропускаемое сражение. Все, кто находится на дороге победителей, все претендуют на звание чемпиона лиги. Они все чемпионы региона, чемпионы региона Стина. Они все идут, чтобы сразиться с элитной четверкой и текущим чемпионом, и поэтому каждый из них хочет показать нам, что он силен и что у нас нет никаких шансов на победу. Actually, wait, no, there's only 2 left because I did the other waterfall already. So yeah, I'll just do it up to 3 times on the last waterfall, sure. Вот, опять же, секция, где нужно использовать плавание, чтобы пройти дальше. Ну, какие-то вялые ребята, зря они претендуют на победу. Ну да, тут явно у нас у раннера преимущество на победу. Но тут как бы надо понимать, что их-то покемоны не заражены вирусом, а покемон раннера заражен, поэтому он на условном бустере. Приросты статов громадные просто-напросто из-за того, что он заражен. My favorite cry. Oh, it was very cute. No, Absol. Every time it's sent out, it ooh. Oh, the littlest ooh. I love it. You must like Dusclops too. Look at the ooh on its stomach. That's an OO. That's an OO. That's also Dusknoir, not Dusclops. Oh yeah, sorry, I'm stuck in Gen 3 still.
Oh, it's okay. My whole You're life. pulling I a would be pulse, Steve. too. Come on. Look at this little I baby thought it was waterfall. Dusker. Are we gonna do Swag Waterfall? No. We'll save the one for the last Действие one. репела It's more закончилось, поэтому satisfying. нам нужно опять его использовать. И раннер промазывает, дважды промазывает по кнопке. Все, уже ручки, видимо, трясутся. Самая быстрая рука на Востоке. Yeah, it's pretty crazy. For a while, it was just the Soothe Bell and Repels, and Yep. you get like 2 other things total. Yeah, there's also a lot of bag lag if you haven't realized yet. Whenever I do stuff in the bag, that's why I try to use the swapping trick as much as possible, because it kind of removes all that lag effectively. But it's super annoying to deal with if you're slightly off with your timing. So it's the same in shops too. Optimally, you kind of want to go slower and out of rhythm in order to not get any kind of drop input. Заливаем водой. Also, we're coming up on my favorite trainer in the run here, and you guys will see why that is the case. But really quick, at the end of this battle, look at the trainer sprite that shows up, which is right here. Looks normal, and then look at his trainer sprite outside the battle. It's pretty different, right? Green hair versus blue or dark hair, but it's not Находим Макс it's эликсир. okay. I get it. Очень нужная штука, когда будет файт на крополях, на кончиках пальцев. Он нам поможет. Nice, sweet old man. Totally okay. Bald head. We're gonna get into battle here. And he has grown hair. And he's no Ну longer... или он навсегда останется в нашем инвентаре. Да, навсегда останется в нашем инвентаре. Это Paragon Z. Была серия с полигоном, которую запретили в первом сезоне покемонов из-за очень ярких цветов. Это опасно. Люди могут ловить припадки. Их приходится ловить. Опа, Имполион. Мы сражаемся с точной копией, только на 20 уровней, почти на 20 уровней ниже. I can't one-shot it. Oh, it didn't even hit. That's so sad. Да, покемоны у тренеров весьма разнообразные. Могут и такие, как у нас, встретиться. Это здорово. Здорово знать, что это не единственная копия покемона. Не единственный представитель покемона, и они не вымрут. Что говорят, Twitch падает? Ребята, вы живы? Напишите нам в чате. Ну, стрим идет. Ну, это да. Но, короче, да, ничего не трогайте, в общем-то. Просто не трогайте. Уберите руки от клавиатуры. Да, не обновляйте трансляцию. And then, to top it all off, Отлично. With a level 45 Swablu. So a Jibble, Jabite, and Wabloom? I was expecting Altaria. Ну, это легкая победа. Интерфейс немножко подглючил, да, реально, сервера Твича немножко падают. Oh, what's our donation total? Очередной водопад, по которому нужно подняться. Мы прошли дорогу победителей. О, ошибка. приносим свои извинения, содержимое более недоступно. У меня тоже было сейчас только что, но я обновил нормально все. Круто. Стример совершил ошибку и упал с водопада. Вот мы попали в Лигу Сина. Здесь нас ждет сражение с элитной четверкой, но она для выбранного нами покемона очень легкая. Это нас ждут покемоны насекомые,
покемоны земляные, огненные и психические. Но перед этим, конечно же, сражение с закадычным врагом. Разве ошибку он допустил? По-моему, он какой-то трюк с водопадом делал. Не, по-моему, это ошибка. Он что-то говорил про трюк, но я не понял. Да? У меня немножко трансляция, да, подглючила. Я просто не видел таких трюков до этого. Возможно, он придумал что-то новое. Ну, потому что все трюки были уже совершены в самом начале. The problem is with this fight is you can't one-shot the Snorlax. So I'm going to use an X special on the Floatzel because that's the safe poke to do it on. There were older strats before. Никто не пишет в чат. Чат, вы живы? У вас идет трансляция? If you're already in Torrent going into this fight and you had enough surfs, you could actually just delay the PC heal until after. Это у тебя упал чат. Он сам в чат пишет, да, люди пишет, идет, но... Видимо, у меня упал чат. Да. Пишут, все норм. Ну, да, развалился немного Twitch. Не выдержал. Все хотят посмотреть покемонов, естественно. Да, да. Большой хайп. Опа, а вот и Снорвокс. А вот и Снорвокс. Быстро он закончился. Непонятно, где наш закадычный враг нашел Снорвокса здесь. Видимо, он успел сплавать в Канта и разбудить одного из них. We see how much he sprints around, so he probably gained the happiness pretty quick. Yeah, you get happiness every 128 steps, which is pretty crazy. Like 3 minutes for Barry to get all the way. Ну все, он говорит, у меня нет шансов, давай, я надеюсь, ты станешь следующим чемпионом. Now these first two fights are very straightforward. Сдается. Небольшая проверка всех значков. Говорят, что да, действительно, вы достойны соревноваться с элитной четверкой. Давайте. И первый... И первый враг элитной четверки — это тренер с жуками, с насекомыми. Let's just hope we don't get that. But if I hit level 63 before the Vespiquen comes out, it's not an issue. And also, this music, it sounds a lot like the gym leader music, but it's actually a different arrangement. Wow. I don't Honestly, I don't really know the difference either, but I just know they're different. If I had them side by side, I could probably tell. I think they need more trumpets. They do, but that's so like that's a Hoenn thing. You can't just copy. Это немножко нечестно со стороны члена элитной четверки использовать жука, который на самом деле еще к тому же и боец. То есть он качок, жук-качок. Раз уж ты сказал, что у тебя насекомое, ну используй насекомое. Но с другой стороны, это все-таки жук. Yeah, we're fine. Cool. Okay, and then while I wrap up this fight and get through the next one, we can do a bunch of donations. All right. I have $10 from Melron that says weird Pokemon pronunciations. I pronounce Omanite as Oh Man Yeti. I mean, you're close. That's valid, I feel. Thank you for your donation. И последний покемон члена элитной четверки тонет в сюрфе. Это победа. Победили Айрона. Раннер вообще даже не почувствовал этого сражения. Следующий нас ждет земляные покемоны, которые тоже не представляют большой опасности для покемонов водного типа. Они тоже все утонут, либо на них будет вылито столько воды, что будет казаться, что это был водопад.
Тренер Берта. Whoa. Shen's got vocal cords. Oh my goodness. На опыте думает победить и остановить наше желание стать чемпионом. Ха-ха. Без шансов, чел. Отлетаешь. $125 from Alex that says 125 for my favorite Pokemon, Electabuzz. Now, how did that cry go again? That was good. Земляной бегемотик. I enjoyed that cry. I like that you're just ready. Like you just threw it out as soon as you heard the word Electabuzz. Your moment You're was just there. wired and ready. I have $10 from Luca that says, thank you to everyone at GDQ for putting on such a fantastic event. Can't wait to watch one of my first Pokemon games get crushed completely. And crushed it is getting. Yeah, if you haven't realized, the first gym leader's bug type, which isn't a particularly tanky type, and then this Elite Four member is a ground type, so water is Вот, very и good. Раннер сам говорит, что следующий враг будет с огненными типами, что земляной, что огненный. Это легкая добыча для покемона водного типа. Surf is a good move. Surf is a good move. I just love Ronald McDonald's fire. Да, вот о чем я говорил раньше, где-то часа два назад в Diamond and Pearl. В Diamond and Pearl была очень интересная четверка, элитная четверка. Он, получается, представитель огненного типа использовал только двух покемонов огненного типа, остальные все нормальные. Это переделали в Pokémon Platinum. Засейвимся. Нормально тут огня в джиме, прям с подогревом. Я думаю, там жарко. Так, используем Макс Эликсир, чтобы восстановить все атаки. И подлечиваем главного покемона. Все-таки четверка, с ними шутки плохи. Ну да. Все-таки это немножко опасно. Experience for the trainers in that gym. Can you imagine sitting in this room all day though, like he does? Like, this is awful. My favorite thing in Oros is when they added shares. Сильный Флинт говорит, давай сразимся. Because it answers the question like, what do they do while you're not there? Давай сразимся, Флинт. It's amazing. I like that. Где сокровища? Oh yeah. I think Gen 5 they have like fancy stuff too, like thrones or beds or whatever. Yeah, yeah. This fight we have to surf through Houndoom here. And then you think you just surf through this entire fight, but you actually Инфернейп, огненная обезьянка. Has Earthquake and Mach Punch. Она использует землетрясение, чтобы максимально нанести урон по покемону, поэтому нужно было вылечиться, потому что это было ожидаемо. Красивый покемон. Слава пушкой. I love the Pokeball effects they did. Those were cool. И он вырубается. Oh, those were? Yeah, you don't know. Никакой опасности. I know the Electabuzz one is really cool. You would know Oh, if I did. Флайрон, милая эволюция покемона Иви. Он эволюционирует в него с помощью камня огня. I should do contests with Caterpie, I think. Probably win everything. Ну и Рапидаш, уже знакомый нам, который есть у нашего закадычного врага. I have $53 from Crossed, 53 for the big best boy Arcanine. Love Arcanine. Best boy. Oh my goodness. I love Arcanine too. Arcanine is a good Pokemon. Вот успех. И последний из элитной четверки Люсиан.
не знаю, как правильно его называть, имеет психических покемонов, психический тип. Тоже довольно опасный файт. Подожди, ты сказал последний? Последний из элитной четверки. И будет чемпион. Дальше будет чемпион. Мы уже четверых победили, я... Нет, это четвертый. Я что-то расслабился. Мистер Майен очень милый покемон, который умеет строить невидимые стены. Not too bad. The only other scary thing that can happen is if he goes for Leaf Blade and he doesn't knock you into Torrent, then the fight is really weird. I mentioned before that they'll always go for the move that does the most damage if they are gonna do a move that hits you. This fight kind of breaks that rule. He might just straight up do Leaf Blade, even though it's gonna do less damage. I think the reason is because it's a high crit. Которая критует, она забирает наше здоровье. Okay, we got Drain Punch, which is what we want, and it's gonna knock me into Torrent and definitely not crit me. Good. Okay. Это было очень опасно, кстати. Да, это было близко к провалу. But yeah, so that was really good HP going into this because this Espeon is going to come up later as quick attack, but you don't have to worry about that now. And then I'm actually at good HP for Cynthia as well. I'm just going to use a Moo Moo Milk, and that'll put me at good HP. Cynthia is the first, like, actually kind of scary fight of the Elite Four. This is, again, huge contrast to, like, a lot of other Pokemon games. Fire Red Leaf Green is a big contrast as an example. You want to talk about Fire Red Leaf Green Elite Four, Pulse? No. I think he does. I would honestly say it's... Ну и последний покемон элитной четверки, Эспион. Кто-то знает, что с мечом уже не первый раз, ну, серваки не выдерживают. Я думаю, через часик-другой Twitch пробздится. Да. Эспион тоже эволюция Иви, которая эволюционирует днем. Оп, последний подъем к чемпиону, Синтии. Перед этим нужно попить молока, чтобы вылечиться. This one's a lot safer, which is nice. It feels good to like get to this point in the game and not be terrified as much. Be like, okay, I have a good chance of PVing. Not a perfect chance, but a pretty good chance. I miss the intensity, man. The intensity is fun. It is for sure. That's why you play Monkey. So this fight's pretty interesting. One has the best theme. Очень непростой файт. Best theme number 7 of the game. Последний файт. Number 892. Great intro theme too. And Cynthia, the nice thing is it leads off with Spiritomb. Spiritomb cannot hurt us. It does very little Поехали. And doesn't have any like status moves. Страшно, вырубай. Ты что такое? There's a Milotic at the very end. I mean, we want to either have Спидраннер бустит покемонов, чтобы было комфортнее побеждать. We'll see how things work out here. X Special, X Attack. Depending on what the Shadow Ball does. Good. Классный трек играет. This thing just spams Shadow Ball and Dark Pulse. You don't want to get special defense drop. That's very scary. Вау. Кританули. Опасно. Все равно это было не так близко к провалу, к поражению. We'll have to risk it now. That's fun. Actually, no. I think I level up. Yeah, I'm gonna level up. Oh my gosh, that's gonna save me. Yeah, because I'm only gonna hit 67 because I fought that optional. Гарчом. Такой темный дракон. Я думаю, он может многое что сделать. Но мы даже не даем ему шанс показать себя. Боевой покемон Люкарио. Meltic is going to use two moves against you, either Surf or Mirror Coat. If you miss the range and it uses Mirror Coat, you die, no matter what. It's going to kill you, because it just doubles the damage you do to it, right? Now, if it does Surf, Surf has a high roll of 32. So as long as I get О, Тогикис — это эволюция Тогипи, знаменитого из аниме малыша, который вылупился из яйца. С которым таскалась Мисти? Да, с которым таскалась Мисти. Он превращается в Тогитика, а потом в Тогикиса.
The other thing you have to worry about in this fight too is Lucario has extreme speed. So you got to make sure you're not too low HP going into Lucario, and if you are, you have to heal. But there's a level up. I will now not die to surf. Он мог и не умереть от сурфа, поэтому это было очень рискованный мув. О, похоже, Твичу стало получше. Люди пишут в чат, говорят, чат наконец-то начал работать. Okay. И все, последний удар. Отлично, Теперь отлично. наш герой-чемпион Лиги Сина. То, что очень долго не удавалось Эшу, нам как бы для этого понадобилось 4 часа. That is Cynthia. So time's gonna end when the fade out happens at the Hall of Fame, the first black. И как раз короче, на первом темном кадре, а после того, как мы заходим в зал чемпионов, раунд закончится. Раунд делает шатауты всем, кто помогал в рауте с манипуляциями, находить скипы в этой игре. A huge shout out to one of my commentators for being amazing today, and Pulse for waking up on time. And then Wow. Пора зарегистрировать Покемон. Да, здесь записывается имя нашего героя, регистрируются его покемоны. Добро пожаловать в зал славы, Эчи. Зал славы. Commentators. Yeah, Shenanigans, Swiftaloo, and Pulse Effects. The commentators, go check them out. And then want to do a huge shout out to my community. And we're going to call time before we do that. Время 4 часа 49 секунд. 4:01 почти. That's time. Хороший показатель на самом деле. Barely sub 4, unfortunately. And really fast. Just huge shout out to my community. They've been so insanely supportive and motivated me a lot to be the best streamer and speedrunner I can be. I love them so much. Да, это где-то 11 место на борде. Раннер говорит, что хорошо, что существуют такие марафоны, которые собирают деньги для борьбы с раком и ранним предупреждением. Его мать больна раком, поэтому ему очень было важно выступить. You aren't following Etchi, you should definitely follow him because he's gonna be working on Staraptor. И заходите в Pokémon Discord. Big thing is if you're interested in running Pokemon DS games, we have a new DS Discord. Зацените новые рауты, новые стратки. Говорит о том, что он составил классный гайд для тех, кто пугается манипуляций с рандомом. Там все понятно, все доходчиво объяснено. Publishing in the next week. It involves Staraptor. It's very good. It's pretty sick. I'm very excited to do runs of it. And I also have a beginner-friendly guide for this game. It's on speedrun.com. You can check that out as well. If you wanted to do the RNG minute stuff. Yes. But yeah, I think that's going to be it for me. Thank you all so much for watching. This is really fun. Again, estimate's so high because so many things can go wrong in this run, but this run was insanely smooth battle-wise once I got at the pass forward. И покемоны закончены. Следующий